И раз, два, три, четыре, пять. Я так подозреваю, что трансляция началась. Всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, и сегодня мы с вами собрались по причине, разумеется, 1 ноября. Что это такое? Это 11.11, то есть началась распродажа, посвященная Дню Холостяка. Насколько она хороша, по моему мнению, человеку, который 5 лет покупает на Алишке и потом рассказывает вам об этом на YouTube, что-то продает, что-то разыгрывает, вы сейчас узнаете. Напоминаю, что на канале есть конкурс, разыгрывается iPhone 14 и 5 Mi Band 6 серии. iPhone 14 разыгрывается 11.11, а 5 Mi Band 6 серии разыгрывается ежемесячно за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Это наш 4-й стрим подряд, при том, как вы знаете, наверное, где-то год, полгода как минимум я не проводил стримы, а тут я провожу 29, 30, 31 октября и 1 ноября. Почему? Потому что есть что обсудить, и по большому счету мне кажется, что бежать с оголтелым взглядом и покупать что-то не стоит. Вопреки всему, несмотря ни на что, опять же, у всех ситуации разные. Допустим, у меня ситуация проста. Я покупаю девайсы для того, чтобы их обозревать. Если бы я покупал эти девайсы для, допустим, перепродажи, я не знаю, может быть, я бы усидел и помолчал, и подождал. Я обязательно вам расскажу по поводу специфических каких-то вещей, и мы также пройдемся, наверное, в первую очередь по категориям. То есть сначала начнем с вообще обсуждения того, что купил я и что бы я советовал купить. Сегодня я постил что-то, постил не все категории товаров, и вы открываете верхняя ссылка канал со скидками, либо можете там, допустим, в описании у меня 3, получается, категории товаров. Это смартфоны, наушники, часы и смартфоны, наушники, часы. И подборку, в принципе, через несколько дней я сделаю. Я еще завтра выгружу вам топ товаров, скорее всего, либо завтра, либо послезавтра, топ-10 смартфонов до 20 тысяч рублей. Плюс, помимо этого, есть на канале уже топ-10 браслетов. Сегодня выгрузил топ-10 часов вчера, топ-10 смартфонов дорогих флагманов, топ-10 наушников до $50 и топ-10 наушников свыше $50, свыше $100. На все это, то есть вы видите топ, на все эти девайсы у меня есть обзоры более расширенные, там есть комментарии, и помимо этих обзоров есть еще обзоры, разумеется, на другие девайсы. Это топы вот под распродажу. И сейчас по поводу этой распродажи мы и будем говорить. Почему? Потому что мы всегда помним, какие были цены. Летом было волшебно. Почему волшебно? Потому что мы можем с вами, вот сейчас зайдете в телегу скидок, верхняя ссылка в описании, и в этой телеге скидок вы благополучно вбиваете, вот там есть лупа такая, в поиске любой товар. И вы можете прослеживать, как изменялась цена. Напоминаю, что в июне-июле ценник был лояльный из-за курса, то есть курс был 50 рублей за доллар. Сейчас у Али курс 65 рублей за доллар, никаких каких-то супер купонов нет. По мне, пока распродажа провальная для Алиэкспресса, но поэтому они и сделали 13 дней для того, чтобы посмотреть, как покупатели будут реагировать, что из товаров будет оставаться, как проверить, провальная или нет. Очень просто. Смотрите, первое, мы не видели зависания Алиэкспресса с самого начала. То есть он не вис в принципе. Второе, товаров, чтобы вот сейчас я весь день постил какие-то товары, нет таких товаров, которые раскупили. Хотя цены вроде бы были бодрые. Допустим, тот же Pixel 7 Pro продавал, я, получается, покупал за 63, сейчас продается за 57. И они еще в наличии. Поэтому сегодня по постам я сейчас пройдусь, потом буду отвечать на ваши вопросы. Если мы наберем 1000 лайков, то сегодня, то обязательно я оставлю этот стрим руководство для покупки. Если не наберем, я его бахну, удалю. Если наберем 2000 лайков постепенно, там, допустим, через 2 дня, через 3, я сделаю еще один анализ, потому что распродажа будет идти до 13-го, топы у меня еще будут. Разумеется, я ежедневно выгружаю обзор. Сегодня был Realme Neo 3T, и сегодня был, получается, топ-10 браслетов. Kick S, еще раз повторяюсь, ну вот, допустим, те, кто у меня находится в телеграм-канале админов, они знают, что в 12 я последний раз постил им кружочки, и потом дальше пошел работать. В 3:30 у меня чуть-чуть крышка съехала, и я вырубился. И с утра стал снова бахать. Это дело, которое мне нравится. Вы видите, что канал растет, и в том числе
из-за этого. Напоминаю, что никаких мата, хамства, рекламы и в первую очередь политики на канале нет. И, в принципе, начинаем. Начинаем мы с чего? Вы, допустим, открываете телеграм-канал. Нажмите плюсик, кто открыл, и если хотя бы есть один человек, я буду опять же рассказывать. Шумана, еще раз повторяюсь, звук здесь более-менее, интернет здесь хлам, у меня показывает 10 килобит, две камеры супер-мега-топовые FX3 стоят. Я понимаю, что с одной стороны это неуважение, с другой стороны это максимум, что я могу вывести из мобильного интернета, другого у меня здесь нет, и сделать я его не смог ни за какие деньги. Поэтому терпите, самое главное же в этом мире информация, правильно? Для нее вы сюда пришли. У меня не такое красивое личико, у меня вообще некрасивое личико, чтобы приходить и расстраиваться, что вы видите пиксели и какое-то там белину. Главное, звук есть. Так вот, по поводу этой информации. Последний пост я не случайно оставил. Xiaomi Pad 5, перепрошитый китайский глобальный китаец на глобалку планшет. По большому счету, планшет китайский, не китайский, неважно. Там, скорее всего, может быть, даже не будет вилки. То есть не будет блока питания, возможно, будет. Нужно всегда смотреть комплектацию. По каждому из этих девайсов я вам буду что-то рассказывать и перепрыгивать периодически на те знания, которыми я обладаю. Может быть, топ-10 планшетов я сделаю. Пишите в комментах, если будет интересно, то бахну. Если не будет интересно, то, разумеется, бахать я ничего не буду по поводу планшетов, это точно. Если брать Xiaomi Mi Pad 5. Xiaomi Mi Pad 5 это довольно волшебная лошадка, потому что ее продают уже, получается, больше года, так же как Mi Pad 5 Pro. Нам кажется, что вот, они опять его распродают, но в этом-то и смысл, что все эти планшеты супер-мега топовые, либо не топовые, они распродаются, получается, постоянно. То есть этой модели, она вообще не свежая. Им больше года всем. И когда мы танцуем и дико радуемся по поводу того, что вау, круто, мы бежим, мы покупаем, нужно всегда понимать, что у них нет выхода. Рано или поздно они будут продавать все еще дешевле. Насколько дешевле будет планшет? 18310. И вроде бы это неплохо. С одной стороны. С другой стороны, планшет хороший. Альтернатив за 18 тысяч это только Huawei. Но что такое Huawei? Это своя экосистема. Это, опять же, вы мне напишите, что гуглы все встают у всех без проблем. Нет, не без проблем, нет, не у всех. И я бы советовал вам, вот, допустим, Honor у меня был, следующий, там, пост выше. Я о нем кое-что скажу. Экран мне больше нравится в Honor Huawei за эти деньги, с одной стороны. С другой стороны, у Xiaomi есть плюс, это то, что вы более-менее лояльно сможете приобрести для него те же карандаши, те же клавиатуры, они все равно будут дешевле. С другой стороны, Huawei накупили столько с этими бесплатными клавами, что вы можете пойти благополучным образом на Авито и приобрести на Авито эту клавиатуру Bluetooth для Huawei, для планшета, который также выйдет вам в двадцатник, и все. Mi Pad 5 за 18 тысяч это не тема для перепродажи каких-то там людей с Авито. Я считаю, что это вот если вы хотите себе приобрести планшет на глобалке, вариант неплохой. Если вы собираетесь, всем еще раз огромный привет. Не забываем прожать лайк, кто пришел, кто ушел, тоже не забываем прожать лайк. Всем рад. Про планшет за 18300 я все сказал. Не знаю, если будет 17, ну круто. Но там до 15 они точно его не скинут. Думаю, что предел у подобных планшетов, а альтернатив у вас нет. То есть на андроиде это либо вы покупаете Xiaomi, либо вы покупаете Lenovo. Еще хуже перепрошитую, с еще худшим, получается, программным обеспечением, худшим экраном, и по большому счету вариантов ноль, вот просто zero. Если вы хотите себе планшет за недорого, за 18 тысяч рублей, лучшего варианта, чем Xiaomi Mi Pad перепрошитый китаец, у вас просто нет, не будет и быть не может. Может быть, они его спустят опять же до 17,5. Мы опять же помним про курс, они сделали 65 на бирже, он сколько сейчас? Все еще зависит от курса рубля. Ну, понятно, что все нам благополучно рассказывают, что курс рубля к доллару это все фикция. Но с одной стороны. С другой стороны, я наличку без проблем покупаю, как и все. Да, она немного по завышенной стоимости. Соответственно, мы можем, в принципе, по бирже ориентироваться, какой курс поставит у нас Алишка. Сегодня он у нас чуть-чуть приподнялся, получается... Не поднялся, опустился. То есть завтра они могут на $0,5 опустить. Что такое, допустим, доллар и рубль? Если курс доллара на рубль падает, то вы, получается, на
50 рублях экономите 1 рубль. То есть на 10 тысячах рублях это все-таки более-менее весомая цифра. Понятно, что если на 50 рублях вы бы экономили 10 рублей, это было бы 20% стоимости. Когда вы 1 рубль на 50 рублях экономите, это 2% стоимости, но 2% от 100 тысяч это 2000 рублей, от 50 тысяча. 1000 рублей от, допустим, того же телефона Pixel 7 Pro, который сейчас 57, а может стоить 56, или 55, это круто. На этом мы закончили тему с Xiaomi падами. Teddy Tils, огромное спасибо. Вы, по-моему, всего второй в сообществе у нас, кто является моим, получается, как это называется, не знаю. Я даже забыл слово-то, спонсором. Вот, по поводу банкета с Donation Alerts. Если кто-то будет кидать, напишите, потому что я, скорее всего, это дело пропущу. Пропущу, если сейчас не активируюсь. Активируюсь. Давайте не забываем прожать лайк. 1000 лайков наберется, я оставлю данный стрим, напоминаю. 2000 лайков, я сделаю анализ. Пусть он мутный, еще какой-то. Но если вы разбираетесь в теме, окей. Если вы понимаете, что такое перепродажа, особенность, не знаю, покупки, доставки каких-то устройств. Если вы это не понимаете, то я советую вам посидеть сейчас, послушать, и вполне возможно, вам потом не надо будет этого все смотреть. По поводу прыжков из разряда, вот вы спрашиваете, что взять, OnePlus 10 Pro или Pixel 7 Pro, или ждать OnePlус 11 Plus Pro. Моя политика, 1000 раз повторяю, сложностей никаких. Вы каждый раз можете ждать новинку, это бесперспективняк. Покупать Pixel 7 Pro для того, чтобы понять, что это самая лагучая из флагманов на рынке, я бы стал. Почему? Потому что 57 тысяч он вам придет. Если вы аккуратно с ним поиграетесь 2-3 дня, вы перепродадите его дороже на Авито. Вот 99,9 в периоде. Если вы купите OnePlus 10 Pro, то это верхний ценник. Опять же, 33-34 тысячи рублей, минус год у вас уже поддержки есть на него, и рынок завален ими. То есть люди, которые у меня спрашивают все время, Саня, OnePlus 10 Pro, почему ты перестал рекомендовать OnePlus 10 Pro, OnePlus 9 RT? Друзья, мы с вами заморозились в ноябре прошлого года, прошел год, други. Год прошел, он пролетел. Это безумный год у всех, он безумный, у всех он нехороший. У кого-то совсем старой гвардии за 70 он, наверное, отличный, за 60 тоже великолепный. У кого-то голубые планы реализовываются. У категории младше 60 лет, мне кажется, у всех он безумный. Вот то же самое по поводу техники. У меня товарищ управляет заводами в Китае. Сева, тебе привет, если ты смотришь, несколькими. И он, как управляющий, рассказывает ту дичь, которая творилась у них. Понятно, у нас своей дичи хватает, но у них что было? У них практически весь Китай, а он двигатель, фабрика мировая торговли, он сидел под замком. То есть он там в Шэньчжэне в этом, все стоит, ничего не И когда мы вот прыгаем, такие, о, Xiaomi Mi Pad 5. Нужно радоваться, что выходят вообще новинки какие-то, потому что, заметьте, никаких новых планшетов. Вот я выгружал планшет Mi Pad 5 на 12,4 дюйма, помните, недавно. И все такие, ей, ты выгрузил новый планшет. Он не новый, они просто сделали его больше. Прошку сделали больше. Тот же, вот Ctrl-C, Ctrl-V, что в Mi Pad 5 Pro. И к чему это все? К тому, что если брать смартфоны, то я бы старался брать новинку. Почему? Потому что все, что я советовал вчера, это было вчера. Если вы скажете, Саня, ты там 2 года назад советовал 9 RT, вы мне рассказываете, что Саня, больше всего людей накупили РТ. Посмотрите на мой топ-10 смартфонов. Он в категории YouTube чуть ли не на самой высокой строчке топ-10 смартфонов до 25 тысяч. И я там пихал 9 РТ. И тогда это было актуально. До 25 тысяч рублей такой смартфон там за 23 можно было приобрести. Это круто. Сейчас насколько он актуален? Он актуален. Но минус год. И нужно понимать, что есть все-таки уже альтернативы. Все движется вперед. Это как с Realme GT Neo 3. Я танцевал, прыгал, кричал о том, что это самый крутой смарт в мире. Но вышел Realme GT Neo 3T, который всего-то на пару тысяч дешевле. Может быть, станет на 3, и ничего плохого в этом нет, потому что он на полгода как минимум более свежий. То есть какое-то ПО допилили, это раз. 2, помимо этого у него аккумулятор, поддержка будет дольше. Еще много всяких плюх. Возможно, я не прав. Ваше мнение будет вашим. Я обязательно его выслушаю с удовольствием.
Xiaomi Mi Pad 5 за 18300 хорошая цена, надеюсь, будет ниже. Сейчас я перехожу к великолепному и ужасному ноутбуку. Я ноутбуки сейчас не советую бежать покупать. Почему? Потому что я уверен, что их много, учитывая, что их раньше скупали те, кому не доставались видеокарты, с интегрированной видеокартой раньше ноутбук можно было приобрести за те же деньги, что видеокарту. И пусть она даже будет немного менее мощной, игроки реально их скупали. Вот сейчас ситуация обратная. Мы можем благополучным образом с вами сейчас ждать и выжидать, когда супер топовые ноуты. Вот я выгружал вчера, выше ссылка, плюсик поставили. Следующий смотрим слот. Lenovo Y900P. Там жир по полной программе. 120 ватт зарядный блок, 500 нит яркость за глаза, 165 Гц экрана. И можно бесконечно пиарить Lenovo, но согласитесь, Lenovo шлак, кроме ноутбуков. Lenovo Legion это вообще цвет, блеск, красота. И я считаю, что это одни из лучших ноутбуков, какие есть. Он стоит сейчас 110. Вчера, когда я выгружал на него ссылку, он стоил 116 в минимальной комплектации. И это тоже жир. И я вангую, что если будет все плохо, а вполне возможно все будет плохо, и рано или поздно на распродаже Али заметит, что все для них нехорошо, они смогут реально его продавать до 105. Будет ли это сальдо огромное? Будет. Еще раз повторяюсь, 1 рубль туда, 1 рубль сюда. При 100 тысячах это в конце концов, среди концов, 2000-3000 рублей. Какие-то купоны. Допустим, тот же кэшбэк в 11% при покупке через приложение, либо использование бонусов. Это тоже неплохо. Сегодня я постил за 26 тысяч рублей. Напомните, что за 23 можно было купить при помощи баллов, о которых мы вообще с вами забыли. Не забываем прожать лайк. Наберем 1000 лайков. У нас сегодня будет оставлен этот стрим. 2000 лайков. Завтра, послезавтра, когда наберется, я обязательно его обновлю. И поверьте мне, человека, который 24/7 в течение нескольких лет только и делает, что покупает на Алиэкспрессе, рассказывает про девайсы и это дело продает, на YouTube нет. Вот. И еще раз повторяюсь, я не ангажирован. Если брать по дружбе, лучше всего ютуберам дружить с, разумеется, озонами всякими, ямами, помимо этого, разумеется, монобренды, то есть серые магазины, это цвет. Они прям на фиксированной зарплате могут тебя взять. Спойлер, разумеется. Помимо этого, что еще веселого можно делать? Ну и совсем мракобесные типа Джума, платформы, которые, может быть, сейчас, как обычно, наберут заказов и исчезнут. Там вообще все прям цветами выложено. Алишка — это абсолютно неблагодарное дело, которое завтра погибнет. Утрированно они ничего не тратят на рекламу. И то, что я вам рассказываю, ну вот можете воспринимать как труф, пруф, еще что-то, можете нет. Можете, логично, что ценники можно найти лучше где-то всегда, особенно через года 3, когда девайсы станут старыми. И я с удовольствием воспринимаю критику. Если, допустим, я ссылкой не ту послал, либо что-то есть дешевле, выгоднее, окей, пишите. Следующий пост. Но про ноутбуки игровые мы забыли. Почему? Потому что я уверен, их будет больше. Я буду их постить. Я жду, что на Яме появится еще выгодное предложение. Почему? Потому что сегодня их нет. У них идет распродажа. Также они тоже пытаются подрезать, пожирать контингент, который покупал на Али. Чтобы вы понимали, Али не тратит год. Опять же, я все равно буду вам это рассказывать. Почему? Потому что вам больше не от кого это узнать. Так вот, год назад Алиэкспресс занимал 96% рынка по продаже электронных устройств. Такой вот тихий монополист. Нигде не писали, но так оно и есть. Даже без учета того, что они не тратили на рекламу в этом году, вы понимаете, что в лучшем случае они потеряли процентов 10 рынка. 10. То есть им можно и не тратить на рекламу. И все остальные бренды, которые предлагают нам ритейл, окей, они являются площадками, назовем их площадки, потому что, опять же, продавцы там везде разные. Они пытаются съесть свой кусок. И логично, что они будут демпинговать по ценам, по еще чему-то. В первую очередь по категориям, которые Алиэкспресс не пожирает. Вот такой вот вам такая пища для ума. То есть сейчас мы можем наблюдать сумасшедшую конкуренцию. Почему? Потому что это рынок, это маркетинг, и пусть у людей стало меньше денег, пусть новинок меньше, но люди все равно носят гаджеты, они покупают, они интересуются, это неудивительно. Поэтому я думаю, что ноутбуки мы еще приобретем, особенно дорогие, выгодно. Может быть, недорогие нет, но эти точно. Следующее — это мужские кроссовки для бега Li-Ning ERC. По ссылке ставим плюсик, хоть кто-то смотрит это дело, чтобы я понимал.
Чтобы вы понимали, это не суперские кроссовки за 3000 рублей, ну, они неплохие. Но вы, магия, заходите на эти кроссовки, открываете магазин и смотрите, что вам понравится. Я ношу Ленинг. То есть я не являюсь вообще ничьим амбассадором, никто со мной не смог договориться, хотя два банка, кстати, договаривалось. Два. Вот. Но к чему это все? Я теперь примерно понимаю, как старички-миллионники подседали на вот это вот карточки. К чему это все? К тому, что Ленинг довольно выгодный бренд. И второй магазин, смотрим магазин, беру свой шмот там. Вот там вы выгребаете как раз во время сейлов такие футболочки по 1000 рублей. То есть 1000-1200, не пишите мне, Саня, как ты умудрился, бла-бла-бла. Вы идете сами своими ручками в магазин и ищете себе оверсайзные вещи. Ну или опять же по лекалам. Но прикол Ленинга в том, что у них, к сожалению, разные лекалы на все вообще линейки. То есть вы можете легко не попасть в это дело. У них есть уже магазины в Казахстане, по-моему, в Москве их открыли. И если вы что-то выбрали в магазине, вам вообще очень просто. Если вы не выбрали, то примерно ориентируйтесь на отзывы. Там мало моделей, там вообще очень редко распродажи. Вот во время таких крупных сейлов можно приобрести что-то прикольное. Прикольное, понятно, что чувак с сединой в бороде в 38 лет на техноканале рассказывает вам про шмот, но это и правда функциональная штука. То есть, если вы покупаете себе куртку на зиму, почему нет? Если ее можно выгодно приобрести, кроссовки, учитывая, сколько брендов сказала «до свидания» Russian Federation, почему не посмотреть там? Там у меня также в этом посте есть мой топ вещей Ленинг. Посмотрите, ничего там супер-мега какого-то крутого нет, но я ношу их третий год не зря, я считаю, что это очень выгодно, удобно и все остальное. Евгений, будем обсуждать все вот по всем вашим вопросам, как только мы пройдемся по постам. Следующий пост, плюсик может один человек поставить, скажу ему спасибо, это FIA BTR 5, притом 21 года. Я понятия не имею, что они там допилили в 21 году, это... Проще говоря, мобильный усилитель. То есть, если у вас любимые есть проводные наушники, вы можете, и вы являетесь аудиофилом, потому что в противном случае тратить 6300 рублей за вот эту вот штуковину, это довольно такое себе, вы можете приобрести. Почему постил сейчас? Потому что я на эту тему немного забил. Я рассказываю вам про супер дорогие проводные уши, с одной стороны. С другой стороны, после того, как я рассказываю вам про супер дорогие уши, вы... задаетесь вопросом, а что с ним делать? Вот есть у меня плеер M8 FIA, он там супер-мега топовый, дорогой. В первую очередь я, честно, брал его для подсъема, потому что мой комбайн K5 Pro, это штуковина, которая раскачивает, у него там мощность высокая, наушники на проводах, которые я периодически обозреваю, в принципе, она вот стационарно за 15 тысяч рублей то же самое, что я имею за 150 тысяч рублей плеер. И вот эта вот штучка BTR5, если у вас есть провода, либо у кого-то есть какие-то провода, она вам будет норм. Следующий пост, это уже интересно. Вчера мы обсуждали с вами умные часы. Это смарт-часы Xiaomi GTS 2 Mini 2022 года. Это обновленная версия GTS 2, то есть у вас не появится девайс с убитым аккумулятором. По внешке сильно от четверки они не отличаются, по функционалу тем более. И за 4200 рублей с доставкой из России, если у вас небольшое запястье, это цвет, блеск, красота, можно бежать, покупать в подарок кому-то на Новый год и все остальное. Если доставка из России, тем более они придут быстро. Я не думаю, что сейчас будут какие-то проблемы с доставкой, потому что все-таки, еще раз повторяюсь, я уверен, что Али эту распродажу и, наверное, это делают они сознательно, потому что у владельцев Али Раши есть, опять же, я уверен, либо они владеют сами Ямой, вот этим вот нашим российским ритейлом, который пытается заменить Алишный, либо, ну, есть у них какой-то интерес, они поэтому Али топят. Но 4200 за часы, вот ловим часы, часы могут быть волшебные. Мы переходим следующее, это к суперсмартфону. Почему? Из-за ценника. Asus ROG Phone 6 за 38 тысяч рублей, если вы откроете любой ритейл, любой. Вот сейчас я даже специально погуглю, потому что я пытался его найти в российской рознице. Единственное, на Авито не пытался найти, может быть, на Авито он еще есть. По поводу купить. Вот сейчас мне интересно, потому что 5S, который у меня куплен был за 23 тысячи рублей, вообще продают чуть ли не за 50, а все остальные девайсы, да, от 43. То есть от 43 это самый жирный вариант, и его не найти. Короче, их даже еще и не найти. То есть цвет, блеск, красота у нас заключается в том, что Asus ROG Phone 6, как игровой смартфон, во-первых, я его, разумеется, вам советую. Во-вторых, 38 677 рублей – это жир.
Раскупят ли его? Думаю, нет. Надеюсь, что нет. Насколько целесообразно, опять же, бежать, покупать такую вещь? Нецелесообразно. Почему? Потому что вот сейчас я нашел только что, нету на 12128, есть на 16 512. Самый дешевый ценник это 86 тысяч рублей вот этого телефона на Яме. И, в общем, на этом история может 12128 отсутствует, потому что их скупили, потому что девайсы по-настоящему классные, чтобы кому-то, если будет лень, никто не искал. Я сейчас вам скину ссылочку. Ну, опять же, может быть, вы найдете дешевле. Найдете дешевле 45 тысяч ROG Phone 6. Напишите мне в личку. Я, наверное, буду мозгом думать чуть-чуть по-другому. Вот. Не забываем прожать лайк. 1000 лайков, стрим остается. 2000 лайков, потом продолжаем банкет уже не по этой теме. Вполне возможно, что-нибудь интересное другое откроем и будем обсуждать. Может быть, даже на лайв-канале, но здесь, мне кажется, нас веселее. Следующее, тоже интересный момент, это Xiaomi Redmi A1. Насколько актуально? Во-первых, это просто из разряда самый дешевую штуку купить, и чтобы вот стояло и не было основным монитором, потому что то, что за 6000 у меня стоит, он третьим стоит на студии, а третьим для того, чтобы я туда картинку с смартфона, если стримлю онлайн на Твиче, я туда вывожу. Вот. И ничего хорошего, к сожалению, нет. ROG узкопрофильный девайс для крутых школьников. Поэтому, если вам нужен просто вот как монитор, но новый, Xiaomi Redmi 1A за 6200 это норм. Вот. 5 секундочек. Чтобы дверь не хлопала от сквозняка. Следующий момент. Планшет Huawei MatePad. Следующий наш пост. MatePad 11664. Он примерно в стоимость выходит в 19200, дешевле, ну я не знаю, куда уже дешевле, потому что я его покупал на низком ценнике, и он мне выходил в 22 по экрану, он по мне лучше, чем Xiaomi с одной стороны, с другой стороны мы понимаем, что чтобы установить туда гуглы, может кто-то установил, напишите. Это всегда, спасибо большое, Артем Мартус, что пишете. Так вот, еще раз повторяюсь, кстати, все посты, что вы видите, там есть такая штука «Мой обзор». Либо мой обзор будет, либо планирую, либо купил, либо идет. Вот здесь мой обзор – это то, что я думаю об этом девайсе, но самое главное не то, что я думаю, несмотря на то, что вы смотрите вроде бы меня сейчас. Я понимаю, что самое главное – это комьюнити. То есть вы приходите, смотрите обзор и читаете комментарии. И все. И потом уже делаете выводы для себя. Потом идет у меня пост Samsung Galaxy Watch 5 на 40 мм. Я, скорее всего, Watch 5 Pro куплю. Пятерка на 40 мм стоит 15 900 сейчас. В России 17. Ну, по большому счету, там вообще все просто. Мой обзор точно будет. Часы у Samsung плохими никогда не бывают. 15 900 не особо дешево, но вы понимаете, что это новинка. Хотя на 40 миллиметров, конечно, лучше брать какие-нибудь... Опять же, у меня его и не было в топе. И я бы его даже если купил, не вставил. Почему? Потому что лучше покупать за эти деньги, разумеется, какие-нибудь Amazfit GTR 3 Pro. Вот. Следующий пост. Смартфон Google Pixel 7 Pro. Я его купил, он мне уже идет, он уже на таможне, вышел мне он 63 тысячи, да. Я со слезами на глазах смотрю, что он сейчас стоит 57. Насколько целесообразно? Перепродать целесообразно. Я не думаю, что кто-то его будет раньше, чем через месяц, новый продавать ниже, чем за 60. Может быть, будут, напишите, но я очень сильно сомневаюсь. Ценник вкусный для пиксельманов. Must have. Худший флагман по каким-то объективным штукам, это из разряда поломок, но лучший по мне в каких-то моментах из разряда цены. Цена адекватна абсолютно с самого начала, то есть это не какое-то безумие, когда мы Samsung поймали по 160 тысяч S22 Ultra. И мы переходим к следующему ROG, который я купил и буду ждать. Это Asus ROG Phone 6D Ultimate MediaTek Dimensity. То есть он у нас на Dimensity, он выйдет в 45. Рекомендовать его больше, чем 6-й ROG Phone я не буду. Это тоже игровой смартфон, и он больше, наверное...
подобзорщиков, скажем так, либо тех, кто ждет, чтобы кто-то купил, а потом продавал подешевле. Дальше у нас топ-100 покупки гаджетов, понятно. Про купоны, то, что началась раздача, я вам уже сообщал. Там пока слезы, будем надеяться, что после купонов появятся не слезы. И барабанная дробь, вот сейчас пришел очень интересный момент. Почему? Anker Soundcore Live Q20. Наушники совсем не молодые, надеюсь, что там аккумуляторы не убитые, но если там не убитые аккумуляторы, 381 это просто идеальная цена для этих ушей. У меня, скорее всего, завтра будет на Q45 обзор, и спойлер, ну, по звучанию лучше купить Q20. Не потому, что они лучше звучат, а потому, что за 3000 рублей это просто топовый звук, особо дикой разницы вы не услышите. Только если вы не заядлый аудиофил, и в целом мне эта модель безумно понравилась. Из полноразмерных 380 цвет. Ну чего ждать? 2700, 2300. Когда бесплатно начнут посылать, может быть. Следующий идет Anker Motion Plus. Лучшая беспроводная колонка, по моему мнению. Насколько она хороша, насколько целесообразно ее приобретать, я не знаю. То есть для меня это лучшая колонка по звуку. У меня аккумулятор еще на ней не умер. Когда конкретно эта колонка была выпущена, та, что вам будет послана, я не знаю. Аналогов у анкеров не появилось, это их топ. То есть вот 5300 это прям хороший ценник. Ниже пятерки очень сильно сомневаюсь, что кто-то сможет приобрести. Может быть, когда-нибудь в конце времен, но я не уверен. Спасибо, Денис Рудаков, за то, что плюсик поставили. Дальше мы пролетаем топ-10 фитнес-браслетов. Почему? Они там все просто. От 1600 рублей до, по-моему, 3500. Я там в топе все прекрасно объяснил, и вы покупаете либо Mi Band 7, либо Mi Band 7, и не заморачивайтесь, китайская, глобальная версия, еще какая-то. И все, и все. Можно топ было и не делать, можно топ и не смотреть, но если кому-то интересно, мне будет приятно, потому что все-таки я его пилил, а до этого пилил все 10 обзоров. Дальше идем, это беспроводные наушники Anker Soundcore Liberty 3 Pro за 7800. Аудиофилы, LDAC, welcome. Радуйтесь жизни, супер крутые наушники, обзор есть, притом не 1, а целых 2 у меня на них обзоров. И можно долго спорить по поводу того, что лучше звучит, они или, допустим, те же Соньки, но последние решать всегда вам. Слушайте, примеряйте, решайте, я могу однозначно их советовать. После этого мы бежим и улыбаемся и машем. Почему? Потому что в какой-то момент времени я покупал этот смарт за 48 тысяч рублей. Он идет только китайской версии, но ценник жир пока. Будет ли он ниже 33, допустим, это Realme GT2 Master Explorer Edition, я не знаю. Там есть сенсоры, 2 для триггера, 2. Они сенсорные и работают даже через чехол. Это хорошо запоминается, потому что, допустим, я это делал в рекламе не профиксил сразу, когда я покупал, и когда я даже тестировал его уже на Твиче. И то я об этом не знал. То есть я сначала гоняю любой гаджет, а потом уже читаю рекламу, что в принципе разумно, по мне. И еще раз повторяюсь, его один огромный минус, он бы у меня был в топах его нет. Почему его нет в топах? Все simply clever, максимально просто. Дело в том, что на него нет глобалки, и глобалки на него не будет. Сейчас я отвечу по секундочку на донат, потому что человек послал только что. Добрый вечер. Что можешь сказать о Honor Pad 8? Выглядит интересно за 15 тысяч, но почему за 2 месяца продаж про него никто не говорит? Потому что, в принципе, это специфичный девайс, и хотелось бы дешевле. То есть он не такой хайповый, ничего в нем такого нет, чтобы можно было сказать, что он плохой. Но и ничего такого нет, чтобы можно было побежать с воплем «О, аналогов нету». Вот и все, наверное. И Эдуард Берримор, огромное спасибо за поддержку, так же, как и Владимиру Джидеку. Молодец, что ты остаешься всегда собой. Пока остаюсь, да, спасибо. Стараюсь, во всяком случае, я говорю, даже у хейтеров, я надеюсь, что у них появляется от меня полезная информация, потому что, еще раз повторяюсь, моя замануха канала – это информация. Надеюсь, что для кого-то
она будет настолько полезной, чтобы вы поражали сейчас лайком. Мы наберем 1000 лайков, этот стрим я оставлю тогда. 2000 лайков, и мы его повторим, когда мы набьем 2000 лайков на него. И спокойненько вот эти, я говорю, я не осатанело сегодня постил, я сатанело постил до какого-то времени. То есть, допустим, Amazfit BPU Pro, не новые часы, если вам, следующий пост, если вам они придут, и они окирпичатся через какое-то время, неудивительно, надо спросить, когда их сделали, 2200, очень подозрительный ценник, учитывая, что в принципе наклепали их море, я уверен, что вам их пришлют, это будет оригинал, но вопрос дня. Насколько целесообразно сейчас их покупать, поиграться, да. Носить на постоянке может быть, но опять же как первый девайс, потому что они дешевле, чем браслет. Но у них меньше функций, чем у Mi Band 7. А отвечать заготовками, допустим, нельзя. То есть вы понимаете уже, да? То есть вроде бы у нас умные часы, а-ля часы, либо сделан фитнес-браслет, фитнес-трекер под часы. Но эти фитнес-часы имеют меньше функционал, чем браслет. Барабанная дробь, летим дальше. Неплохой девайс. Ну, надеюсь, в комментах вы напишите ваше мнение по поводу всего этого. Дальше идет. Это беспроводные наушники Feel CC Pro 2. Bluetooth третьей версии, активный шумодав, стоимость 5500 рублей. И я их купил. То есть это новинка. Я, по-моему, их покупал, она не прилетела мне. Я даже не помню почему. Может быть, еще летит, я посмотрю. У меня 2 аккаунта на Али, но я почему-то их не нашел. Хотя вроде бы их заказывал. Скорее всего, была отмена от продавца, и я ее пропустил. Как вы понимаете, покупаю я гигей всего сколько. И здесь идет барабанная дробь. Все перекупы, активируйтесь. Вот сейчас лица обязательно у вас должны быть в монитор. Почему? Realme GT 2 Pro по цене 66 800. 66 800. И у меня аж голос пропадать начинает. Вы можете использовать баллы. То есть я сейчас могу 3000 баллов слить на этот смартфон и купить его за 23. Пошлют его за такие деньги? Не пошлют, я понятия не имею. Но вы ощущаете Realme GT 2 Pro за 23 тысячи рублей? Кто-нибудь? Anybody? Кто мне там пишет? OnePlus 10 Pro. Какой 10 Pro? Какой? Какой там флагман? Зачем вам флагман? Вы просто благополучным образом покупаете GT 2 Pro за 23 тысячи рублей, сидите вот так, да ладно, и все. И все. С зеленым корпусом на превью этого ролика OnePlus 10T. Напишите кто-нибудь, кто понимает, что такое Realme GT 2 Pro за 23 тысячи. Напишите «понимаю, сюр». Потому что для меня вот это сюр. Я покупал его за 49, по-моему. И это было, ну понятно, это было зимой, это было полгода назад. Но вот они в прямом смысле прогадили продажи. Вот это Realme. Вы говорите, я за Realme топлю. У меня нет с ними вообще никаких отношений, потому что их маркетинг – это просто днище в России. Они убивают бренд. И они, по сути, убивают его не только в России. Потому что за 26-23 Realme GT 2 Pro, ну, значит, у них с продажами какая-то лабутень. Значит, они просто до такой степени вот флагманы свои опустили. Мы сейчас с вами, спрашивая, Саня, что до 25 купить? Серьезно? Realme GT 2 Pro. Китайскую версию без зарядки, без кабеля, в пакете перемотанном. Если это новый смарт, и вы можете использовать баллы 23 тысячи рублей, и вы покупаете и забываете, вы репостите ее везде, эту скидку, посылаете людям и пишете ха-ха-ха, любой, кто купил флагман, а я куплю это, и делаете скрин того, как вы приобрели ее за 23 штуки. Потому что это не просто вы бэушную не найдете, это вы убитый GT 2 Pro за 23 тысячи бэушную не найдете. Хамзес, еще раз не дезинформируйте, таких людей я баню. $330 в Китае, окей, да, everybody lies. Обязательно GT 2 Pro у них продается дешевле, чем Realme 3T, да, welcome. Окей, дальше. Я брал GT 2 Pro, глобалку за 52, а кто-то за 80 в России 400 человек купило. Переходим с этого сюра. Я уверен, что кто-то с этого дела обрадовался. Не забываем прожать лайк, 1000 лайков. Нас 600 человек, ничего сложного. Палец вверх нажать. Я же не донаты вас прошу кидать, друзья. Но серьезно, вы пришли к техноблогеру, который купил больше 400 девайсов в этом году. А если не сказать 600, рассказал вам о них. И давайте напряжемся, пальчики. Так,
И сейчас отвечу. Дмитрий Гордиенко, огромное спасибо за поддержку. Подождать снижения курса или не ждать? Дмитрий, я не знаю, я сегодня увидел, что он понизился. Я думаю, мы успеем среагировать, если он будет повышаться. У них 13 дней, чтобы понять, что все плохо. Я еще раз повторяюсь, я уверен, что завтра Али будет активировать, ну, либо они решили его вообще закопать в России, либо они хоть как-то активизируются, потому что то, что делает маркетинговые их отделы, они такие просто звонят везде к нам, в Яму, в ВБ, еще что. Что нам еще сделать? Заплатите нам еще 100 миллиардов, и мы еще больше опустим Али. Вот это мое субъективное мнение человека, который недалек, а близок к этим всем темам. Видел у тебя много складных ножей всяких, какие твои любимые. Единственный, который я вот с собой взял, бежевый. Он такой простой, вот просто, это там дешевый, который, там Танграм, все правильно, да. То есть вот Simply Clever ножик. Мне нравится, Кирилл, огромное спасибо за подгон. Дальше переходим постепенно и спокойно с донатов к следующему посту. Здесь тоже все просто. Huawei Watch GT 3 Pro. Ненавижу Huawei с их офисом в России, но несмотря на то, что у Huawei чертова туча проблем, то есть там вы не все банки можете подключиться, есть симами траблы. Я проклинал, когда тестировал их смарт-часы. А смартфоны у них днище со старыми процессорами. Улыбнитесь тем, кто покупает Huawei, говорите, да, ты молодец, ты умный, ты красивый, вот иди туда. Иди туда, я куплю убогий GT2 Pro за 23, я куплю Pixel 7 Pro, который замотаю, если что, за 57, а ты покупай Huawei по 50 Pro, слушай всех, улыбайся, маши, говори, что у тебя лучшая камера. Окей. Вот. И барабанная дробь 16 295 рублей. Насколько он может упасть, Huawei? Не знаю, на 1000. Ну, то есть это хороший ценник. Это его хороший ценник, это премиальные часы. Они у меня топ-1 в топ-10 умных часов. Хотя, еще раз, в идеале, там, допустим, смарты мне нравится у Realme ценовая политика, съемка мне нравится у Xiaomi больше, учитывая стоимость смартфона. И с играми лучше iQOO, но это опять же Realme Q версия, которая для Китая. Под каждую какую-то вещь у меня есть свой фаворит. Почему? Потому что не бывает универсальных вещей. Либо у вас лопата, либо кирка, либо у вас молоток. У всего есть свои задачи. Универсалки бывают, но они стоят космос. Так что мы не будем о грустном. Huawei Watch GT 3 Pro, наверное, за 16200 лучший вариант развития событий, если вам нужны просто премиальные часики. После этого идет смартфон Realme 10. Realme 10 это самая интересная штука, которую хотели опять же Realme, чтобы я всем такой, побежали друзья, но они делали грамотно. Сначала российский офис послал мне, как и всем блогерам его, после того, как Realme вернулся, то есть он пришел куда-то, мне написали, Саня, там, давай дружить, что хочешь рассказывай, мы тебе пошлем. Но опять же это все у них через маркетинговое агентство. И это маркетинговое агентство, опять же, с которым я иногда контачу, пишет мне, Саня, друг, короче, вот такой трек. И трек показывает так же, как они делали с 4 еще девайсами до этого. Ощущаете, как Realme делает? Они специально отчитываются верхним, что вот этот вот обезьян, Польза.нет, он получит девайс, а сами посылают, а потом дают трек после того, как девайс вернется. В общем, может быть, Realme мне дойдет, не дойдет, я его куплю в Азии, когда полечу 13 числа. Все как на духу у друга. Придет, буду разыгрывать. Не придет, разыгрывать не буду. Обязательно все равно про него расскажу, покажу. И за 14 8128 это неплохой вариант. За 13 был бы жирнее. Но G99, а может быть, хотя зарядка 33 ватта, и я бы сказал, а не пошел бы он в топку, я куплю Realme Q5, чуть-чуть добавлю. Видите, ощущаете, как меня несет? И тут Остапа понесло туда-сюда, обратно. Фанатам Realme, тем, кто работает в бренде, либо пишет статьи, покупайте, вы должны разогнать их продажу. Вот. Да не, я думаю, что многим зайдет, он внешне интересный, он очень похож на Asus девяточку, с которой с какого-то черта все равно мне надо платить 6000. Они меня морозили, кстати, Asus фон то же самое, они все знают мои аккаунты. Я купил Asus, и администраторы у меня купили Asus девятку, и он мне все еще идет. Им уже в Москве он пришел еще месяц назад. Ну, они не хотят, чтобы я говорю, я сейчас приеду в Азию, и все будет гореть синим пламенем. В общем, если все будет хорошо, если я долечу. Дальше. Про Realme
10 сказал, новинка, наверное, норм. Q5 тот же Pro, я погорячился, ему все равно полгода. Это китайская версия смарта, тут все-таки глобалка, тут все-таки 8128. Мата, Иван, на канале нет. Напоминаю еще раз, мата, хамство, реклама. Не забываем прожать лайк на объем 1000 лайков. Нас 750 человек. Друзья, и не донаты прошу, еще раз повторяюсь. Я даже подписки не прошу. Будьте людьми. Я перед вами тут распинаюсь, суперсекреты рассказываю, после которых у меня не будет никогда вообще никаких партнеров на YouTube. Ну а что делать? Что делать? Куда мне бежать? А вот палец вверх можно вообще нажать без каких-то сложностей морально-этических. Согласны? 700 человек, 750 лайков. Такого не бывает. Так вот, ну бывает у меня тонкая красная линия. Не забывайте, кстати, подписаться на телеграм-канал скидок, верхняя ссылка, и телеграм-канал взаимопомощи. В телеграм-канале скидок, еще раз лайфхак, можете не смотреть на мои цены, еще что-то, но если вам что-то надо, очень советую, ввиду того, что я постю константе только топовые девайсы, вы заходите, там лупа есть. В лупе вбиваете название и смотрите ценники, какие были у девайса. И когда его начали продавать для смартфонов, это особенно важно, потому что минус год, допустим, год назад вы видите последний пост, минус год поддержки, друзья, а это прям минус по стоимости приличный. Если вы видите ценник лучше летом, помните, что курс был 50. Это краткий ликбез, надеюсь, что кто-то подпишется, потому что штука максимально полезная, плюс я там бесячие кружочки, бесячие, потому что у меня там лицо, но полезные. Записываю тем, кто не понимает что-то часто. Допустим, у меня спрашивают, почему такой ценник. Напоминаю, такие ценники на Али, все очень просто. Ты заходишь, всегда закидываешь в корзину, смотришь купоны на странице товара, на магазине, ну, редко, обычно на странице товара они есть, и потом нажимаешь «Купить», и там у тебя активируется этот купон. Промокоды практически редко сейчас прилетают какие-то, по этой причине ты видишь вот только после этого в итого стоимость. И вот эта стоимость 9943 на Huawei FreeBuds Pro 2 было бы хотя бы на сотни, так, 3-4 дешевле, я бы сказал, бегите. Если у вас есть Huawei FreeBuds Pro первой версии, вот они, к слову, вам второй версия не нужна. Если у вас нет Huawei FreeBuds 2 первой версии, то среди ТВС-ок не ультра ценника Sony, и плюс они удобней, я бы брал Huawei. Так же, как Huawei-овский, видите, ощущаете, я с собой пру вот эти девайсы, хотя им больше, вот этому больше года. Huawei FreeBuds 4 лучший вариант развития для вкладышей, Huawei FreeBuds 2 Pro лучший вариант развития для затычек. Неважно, Huawei-овский у вас телефон или нет, однозначно топ, если десятка есть. Очень хочется, чтобы они стоили 9, но как-то не хотят они опускать все это дело. Поэтому мы переходим к следующему моменту. Там довольно странный пост. Это Xiaomi-шный очиститель воздуха на стену. Я на него смотрю, я хочу его купить. Он стоит 20-ку. Я не знаю, зачем он нужен. Так же, как камера моя Sony FX3 мне зачем нужна, я тоже не знаю. Зачем я клетку на нее за 40 купил с направляющими, я тоже не знаю. И вот то же самое, не знаю, зачем я хочу этот очиститель воздуха. Аллергетикам, людям, подверженным аллергенам, разумеется, подойдет. Насколько хорошо он будет работать, черт его знает. Я его еще не купил. Я на него смотрю. Промик дает стоимость в 20 тысяч. Нижняя стоимость для РФ я видел 35. То есть по мне жир. Жир, специфичный девайс, на нем не останавливаемся, летим дальше. Дальше идет самая веселая штука. Почему? Потому что вот этот вот смартфон Xiaomi T12T Pro, несмотря на то, что часто Xiaomi выпускают что-то недопиленное, еще что-то, но я четко понимаю, что 36 тысяч рублей за него сегодня – это жир. Это жир. Вам нужен флагман? Если это не Realme GT2 Pro за 23 тысячи рублей, либо за 26, если у вас нет баллов, то вот эту штуку надо брать. Ну, можете подождать, может, еще на 1000 они скинут. А может быть, у них будет критическая масса, и они достаточное количество продадут и не будут. И самое веселое, у 12T Pro вещь, что вы вот, если перейдете по ссылке, там есть вариант купить с Mi Band 7 Pro. И там получается вообще чуть ли не самая халява. Там он в 1500 рублей выходит. В общем, проще говоря, если вам нужен флагман от Xiaomi, вообще не на что смотреть. Вы берете и покупайте. Потому что, как мне пишут, я Mi 11 Ultra куплю. Но если вы настолько далеки с точки зрения технологий от мира, что не можете сравнить 12T Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, который выйдет вам в тот же ценник сейчас, нам не о чем говорить. Вы можете
поставить мне дис и пойти дальше. Не забываем прожать лайк, мы уже почти прожали необходимое количество 900 для того, чтобы все это дело осталось. По донатам сейчас я отвечу Кириллу, потому что он у меня тут спросил важную вещь. Xiaomi Buds 4 Pro чем хуже Huawei? Звуком. Звуком, Кирилл, звуком, но это специфическая тема. Вы можете еще раз обращаться в телеграм-канал Болталку. Там людей... Я не люблю Huawei, вы понимаете? Я не люблю Huawei. Huawei, как и Realme, очень плохие маркетологи. Они обманывают людей, они умалчивают, что у них не работают какие-то eSIM-ки, у них не работают все карты. Но Huawei – это тот бренд, который использует самые премиальные материалы, и они и правда имеют в своем штате суперских инженеров, которые, я уверен, кормят правительство Китая, они сами. Мне не кажется, что у них есть на это деньги. Так вот, Xiaomi Buds 4 Pro хуже Huawei во всем. Материалы, звук и все остальное. Хотя Xiaomi Buds 4 Pro отличные наушники. Если брать стоимость, то, наверное, лучше брать их. Они дешевле. Значительно. По-моему, даже в разы. Маванг. Александр, что выбрать? IQ 9 Pro или Realme GT 2 Master Explorer Edition? Однозначно Realme GT 2 Master Explorer Edition вам будет интересно. Вот. Еще раз вот. И IQ 10 Pro уже есть. А почему стоимость-то? Да, они же не понижают. Master Explorer Edition. Однозначно вы будете рады, и все будет круто. Так, все, всем ответил на донаты. Переходим дальше к постам. Посты. Лучшая твоя камера... Так. Посты мои пока. Потом ваши уже. Следующий. Это игровой ноутбук Xiaomi Redmi G Pro 2022 года. Выходит он в 90 тысяч на R7 3060 видяха. Многим он зашел, многим не зашел. В чем его плюс для меня? Я уверен, что Xiaomi-то рано или поздно начнут новые ноуты делать нормально. Я уверен, что, скорее всего, начали они делать с него. Ввиду того, что это все с бесплатной доставкой. Получается, сейчас сколько он выходит? Ну, наверное, 1089. Сейчас показывает 90. Ну, предположим, хороший ценник. То есть хороший ценник на 3060, серьезно, отличный ценник. Может быть, будет лучше. После этого идет Samsung Galaxy S22 Ultra за 67 тысяч. Вячеслав в телеграм-канале взаимопомощи его расхейтил, потому что это китайская версия Samsung. Я... Как человек, который покупал S22 Ultra за 160 тысяч рублей, сейчас могу сказать только му. И я считаю, что за 67 тысяч, учитывая, что он из андроидов у меня на первом месте, потому что, опять же, там есть чертова туча недостатков и миллиард достоинств. Мы помним, что Samsung сами делают сенсоры, сами делают экраны, у них экосистема своя, если у вас часы, наушники Huawei. Welcome, он единственный идет из всех со стилусом, еще и защита от влаги полной. И это крутой смарт. 67 тысяч, неважно, китайская версия, корейская, мексиканская, глобальная. Серьезно? Топовый девайс, по мне. Вы можете на это дело смотреть по-другому. Переходим после этого. Плюсик, напишите, хоть кто-то следит за тем, что я говорю. Еще раз повторяю, что я с вами сейчас обсуждаю все железки, но на примере сегодняшних постов, которые я делал не остервенело. То есть вполне возможно, я бы делал их остервенело, но я выбираю путь длинный. Длинный путь заключается в том, что мы с вами благополучно все обсуждаем ежедневно. Я жду, что Али прогнется и будет ставить намного лояльнее ценники. Ожидаю, что вы ставить будете лайки, потому что это все-таки полезный контент. И я объясняю вам свою позицию по поводу, опять же, роликов и топов. И телеги. 8400, ссылка на обзор, разумеется, как и всех аппаратов. Еще раз повторяюсь, я не просто вам так болтаю. Все эти штуки я покупал, я тестировал, делал на них ролики. Удачные, неудачные решать вам. После этого продавал. И теперь я постю и рассказываю вам мое мнение по поводу этих девайсов. То, что я запомнил, чем они мне понравились. Что-то я оставил себе, что-то не оставил. И 8400 рублей... За такой планшет на 680-м снэпе очень даже жирно. Есть гуглы, незачем думать, думать не надо. У вас есть 8500 рублей, но подождите, может он стоить будет 7900. Не думаю так. Выполняет ли он свои задачи? Да. Стоит ли о нем после этого говорить? 8400 за современный планшет? Нет. Хороший планшет? Однозначно. Рекомендую. По поводу планшетов, может быть, сделаю топ планшетов, опять же, если кто-нибудь там понапишет.
А Samsung S22 43 тысячи. Сейчас я посмотрю, остались они еще или нет. По 43 тысячи были белые. Да, еще остались 43, получается, с их купоном 43 200. И это 8 256. Если вы будете 8, получается, 128 брать, 8 256 ощущаете? Это прям очень круто. Так вот, если вы будете брать 8 128, то будет еще дешевле. И защита от влаги, самые выгодные компакты, по большому счету, либо яблоко брать 13, без банковских карт, если вы живете на территории Российской Федерации, либо этот. Насколько он просядет, будет ли он стоить 39? Нет. Ну, то есть, если курс не упадет до 50, хотя я не верю, что так произойдет, то мне кажется, что нет. Вы можете на это дело посмотреть как-то по-другому. Можете написать мне: Саня, да, S22 послезавтра будет стоить не 41, не 42, а там 35. Я так не думаю, потому что это Samsung. А с Самсунгами все просто. Александр, Миша, огромное спасибо, ничего ж себе донат какой. Спасибо за контент, я люблю MIUI, Oxygen OS, вызвал крайнее раздражение. Посоветуйте, пожалуйста, что-то до 30 тысяч, Xiaomi или другого бренда, или лучше подождать месяц и купить 12s Pro. Лучше докинуть 6 тысяч рублей и купить Xiaomi 12T Pro. Вот вообще, и забыть о смартфоне, ну, как минимум на года 2. То есть, если для вас это не болванка из разряда «завтра побегу, куплю новый», то однозначно да. Если вам нравится MIUI, 12T Pro за 36 тысяч, это цвет, блеск, красота. 12S Pro, я не знаю, сколько будет стоить. Понятно, что это очень большой процент. Я реально понимаю, что это пятая часть от той стоимости, на которую вы рассчитываете. Но что вы хотите от смартфона? Я могу вам сказать, Xiaomi 11T Pro стоил 28 тысяч. Неделю назад его постил. Может быть, он еще дешевле стал. Можете вбить его в поиске. Отличный смарт за 28. Просто блеск, шик, красота. Но 12T Pro это просто вот на голову выше, это флагман. Это просто флагман от Xiaomi. И Александр, огромное спасибо тоже за донат. Я надеюсь, ответил, успел. Да, в принципе, Миша ответил. Сейчас еще отвечу Фидяйка. Александр, добрый вечер. Что выбрать между MSFit GTS 4 мини, 2 мини и GTS 2E? 4 мини, потому что он свежее. Все, тупо. То есть все максимально тупо, и вы с ним дольше проходите. Федяйка, огромное спасибо за донат. Что можно купить моей продвинутой пенсионерке? Много фоткает и батарея в пределах 15 тысяч. Любой Xiaomi, будет мой топ Xiaomi до 20 тысяч рублей. За 15 я не знаю что, честно. Потому что Xiaomi, да, за 15 тысяч, может быть, вы и найдете. Но какой, я не знаю. Вот честно. Можете написать что-нибудь. Нет ничего, что отлично фоткает за 15, кроме каких-нибудь там бушных пикселей, которые бы я точно не советовал покупать. Я бы советовал 11T помониторить, сколько стоит. Xiaomi 11T. 11s прошлогодний тоже. Может быть, 1017-16 он стоил. Может, мы к этому придем. Но вот так. То есть вы можете что угодно ей купить, но более-менее будет фоткать только что-то среднее крепкое. Крепкое среднее. Это 11s, 12s, вот такое. Сейчас мы переходим к бюджетнику. Это Poco M5s. То, что у нас в магазинах 13600, на Али сейчас 10700. Кто-то из негативничает. Ну, я смысла не вижу. Это low-cost. С претензией на средний ценовой сегмент. Ничего там супер фееричного нет, с одной стороны. С другой стороны, за десятку это просто волшебный смартфон. Вполне возможно, будет какой-то смартфон еще лучше за 10. Но вы можете мне написать, кстати, сейчас здесь вниз. Внизу либо в комментах. Я сейчас прочитаю. Но вот за 10 тысяч что вы можете предложить лучше? Именно 10 тысяч рублей. Не забываем прожать лайк, набьем 2000 лайков. Завтра, послезавтра обязательно повторим данный стрим. И я также буду консультировать вас. То есть сейчас я рассказываю о каких-то девайсах, потом буду консультировать вас. Следующий идет Blackview T5, Tab 15. Я думаю, чтобы его купить, потому что 223 тысячи в Анту, то это неплохо. 10,5 дюймов тоже неплохо. Может, они нормальную клаву сделали. Потому что не Xiaomi единым жив YouTube, и, в принципе, 10-дюймовый планшет за 10 тысяч рублей – это норм. Лучше ли купить Lenovo? Нет. Ну, то есть, как бы он лучше, чем Lenovo за 8,5. Насколько лучше? На 2000 рублей? Неизвестно. Буду тестить. Следующий пост – это для перекупов, которые хотят обидеть людей, потому что Lenovo Legion Y70 стоил 32.
Сейчас его продают за 25 800, вполне возможно будут продавать еще дешевле, это самый тонкий игровой а-ля смартфон. Да, 25 900, вполне возможно, там может быть купонами вы сбиваете еще, получается, 200 рублей. 25 700 вы его можете сейчас приобрести. Lenovo шлак, этот смартфон 100% будет греться, тротлить, но внешний вид 6,67 дюйма, ну, а-ля вот повыделываетесь. Кому охота не с ноутбуком нормальным, а ходить с телефоном. Не забываем прожать лайк, повторяюсь, и я же не донатый, прошу, 500-й раз. 2000 лайков набьем, завтра, послезавтра повторим посты. 12Т норм, разумеется, норм. Следующий идет наушники, довольно стандартные, 1700 рублей, базеусовские, не жду от них звезд каких-то с неба, но Bluetooth 5.2, какой-то активный шумодав они на 25 дБ запихали, может до уровня QCY не дойдут. Вот у меня есть QCY новиночка, тоже никак не могу сделать обзор, и плюс-минус те же тапки, только в профиль, почему нет? Но вот следующие наушники я купил 6200, они стоили там 11, 10, а потом 8 по целой. Сейчас их скидывают OneMo Aero. OneMo плохих ушей по мне не делает вообще. Программа их радует безумно. Что полноразмерки, что затычки всегда очень крутые, очень. У них свой специфичный звук. Но они пилят. Это под бренд Xiaomi. Я считаю, что они очень удачно все продают. Поэтому 6 тысяч дорого. Наверное, проще взять что-то проверенное. Но вот кто-то любит новинки. Я люблю новинки. Я понимаю людей, которые любят новинки. Почему нет? Дальше идем. 12T за 27,5, наверное, не знаю. Планшет Xiaomi Redmi Pad Mini на 64 гектара 13 900. Он так и стоил. На время старта продаж тоже так стоил. 90 Гц 2К обещают. И расскажу, покажу, чего-то, каких-то там звезд тоже с неба он за 14 тысяч не хватает. Взял ли я за 18 бы Huawei или его, за 14, разумеется, Huawei. И по экрану, и по всему остальному, но помним, что у Huawei чего нет? Правильно, барабанная дробь Google сервисов. Их нужно накатывать с какими-то траблами. Поэтому мы переходим к одним из самых умных и грамотных часов Huawei Watch Fit 2, которые продавались раньше по 6500, сейчас их скидывают за 7700. Вроде бы это неплохо. Я уверен, что есть люди, которые их приобретут, потому что там был всегда у Huawei, когда старт продаж раньше был, они ставили на аксессуары нереально приятные ценники. Сейчас они не нереально приятные. Сейчас много чего неприятного в жизни и, понятно, различные бренды пытаются любыми способами и средствами сделать дешевле производство, продать максимальное количество старых девайсов. Но было бы 7, я бы сказал, беги покупай. 7700, ну, наверное. So-so. То есть бывает лучше, бывает хуже. Не забываем подписываться на телеграм-канал помощи, взаимопомощи. Не забываем подписываться на телеграм-канал скидок. Это верхняя ссылка в описании к ролику. Огромное спасибо всем, кто пришел, всем, кто поставит лайк, еще 2 спасибо. А кто закинул донаты, мега-супер спасибо. Очень приятно и непривычно. У меня, по-моему, второй день сегодня только донаты. И да, Константин, еще один подгон. Огромное спасибо. Сейчас еще отвечу на один. Саня, привет. Выбираю ультра ноутбук на Ryzen. Там везде ОЗУ распаяно. Хочу с 16 гигабайтами. Присматриваюсь к Redmi Book. Хотя вроде бы варианты есть от Honor и Huawei. Может быть, есть еще варианты? Нет, из ультрабуков это только Honor, Huawei. Все. То есть остальное, чтобы вы не приобрели по моему опыту, это будет еще больше шлакоблок. Если память будет Max не распаяна, то ноутбук будет дороже намного. Я завтра пошустрю, я говорю, я хочу подождать пару дней, я буду с Ямы, я уверен, что Яма прогнется. С Ямы и с Али кидать какие-то предложухи по ноутам. Я по ноутам бы не бежал. Не бежал бы. Мне такое смутное ощущение, что они продают не такие супер новые, не так ушли вперед за год, с прошлого ноября технологии, чтобы они такие на белых конях, а вот больше вы нигде такого не встретите. Нет, встретим. То есть уже рынок уже довольно перенасыщен теми технологиями, которые мы с вами имеем. Что имеем, не храним, на телегу подписываемся, как и на канал. На все буду отвечать, друзья, на все. В первую очередь телегу объясню, потом донаты отвечу и потом буду отвечать на сообщения. Смартфон Poco F4 GT 5G, 30 тысяч рублей.
Здесь бы было все круто. 30900, отлично, игровой смарт, где-то что-то допилили, Poco всегда перегрузка. Вот на чем у вас играет музыка, если что, Poco F3. И я бы сказал, что все нереально круто. Я бы сказал, что 30 тысяч рублей, 30900 это круто, но Авито ими был завален, не знаю, как сейчас, я не мониторил. Делай раз. Делай два, помимо того, что Авито был завален данными смартфонами, есть маленькое но, довольно серьезное и неприятное, это то, что раньше он стоил 28. Понятно, курс был низкий, но я бы вот подождал, ну или не покупал бы, да и черт с ним, с этим Поко. Либо подождал бы. Видите, сколько дизов, понятно, там 21 лайк, 24 диза и 36 огонь на F4 GT, потому что все неоднозначно. Вот здесь прям неоднозначно. Дуги, учитывая, какие часы у них, Денис, это шлакоблок. Сразу вот отвечаю параллельно на вопросы. Окей. Переходим к Black Shark 5 Pro. 39 тысяч. Учитывая, что за 38 купить можно Asus ROG, я бы закрывал эту скидку. Но, опять же, я постил на тот момент, когда рога не было. И не факт, что роги отправят. Роги мне отправляют всегда долго. Если брать Black Shark 5 Pro, он позиционируется как супер крутой игровой смартфон. Безумная разница в стоимости между 5 и 5 Pro смартфоном. И это его огромный минус. Почему? Потому что ROG Phone 5 не намного хуже, по мне. И можно было бы брать и ROG 5 на 50% дешевле. Но 39 тысяч за Black Shark 5 Pro это топ. Найдет своих фанатов 100%. Следующий момент. Смартфон Huawei Nova 9 SE. Все пишут везде в ритейле просто космос-цены на него. Да. Стоит ли он 13 800? Да. Покупал бы ли я его? Разумеется, нет. Потому что это Huawei. Ну, наверное, так. Но я вижу, опять же, сколько там лайков. 74 лайка, 23 диса. Фанатов у них хватает, и мы летим спокойно. Плюсик напишите, кто-нибудь следит за тем, что я перечисляю из телеги. К зубной щетке Midja T100. Ее реально купить за 720 рублей, и это дорого, потому что когда-то ее год назад, там 2 года назад я покупал за 500 рублей. Но барабанная дробь плюс не в огромный, в том, что за 720 еще получаете 3 головки. То есть это какая-то одноразовая штука, которую ты берешь с собой на смену, в наряд, в поход, еще куда-то, где не жалко ее потерять, если что, и сломать. Зубы она чистит. Дмитрий, огромное спасибо и Апоссум за плюс и за то, что вы модерируете нашу тусовку, а нас много. Напоминаю, на канале нет мата, хамства, рекламы. И вопреки всему, несмотря ни на что, понятно, это отворачивает детей и хамло, но зато мы в тельняшках, нам приятно общаться, и у нас потом отличная болталка на 13 200 человек с 2,5 тысячами, правда, забаненных, но это вот примерно, чтобы вы понимали, мне не важна массовка, мне важно, чтобы тусовка была удовлетворена тусовкой. Странненько звучит, но все равно. Всем, кого бомбило по поводу того, где же OnePlus 9 RT. OnePlus 9 RT 25 тысяч рублей. Идите покупайте, если хотите. Насколько целесообразно? Не насколько, его уже раскупили. Да. Welcome. А может быть в корзине он еще работает, кстати. Можно в корзине попробовать, потому что на тот момент, когда я постила, она работала. Ну не шутя. Ко мне пришел миллионер. Владимир Ша, огромное спасибо за подгон. Это прям серьезно. Напоминаю всем хейтерам, 700 с лишним человек, 810 человек, наверное, радуются. Я еще раз расскажу. Я летаю сейчас по странам, и как только я залетел в одну прекрасную страну теплую, я думаю, вы видите по роликам, где у меня конфисковали ровно 10 смартов. Это iPhone 14, iPhone 12 mini, 13 mini и все вот это ZTE-шки. Очень жалко Vivo X. В общем, смартов конфисковали на 400 штук, и где-то, наверное, на 300 с копейками у меня будет штраф. Смарты я не верну. Ликуйте, хейтеры. Ну, от этого канал не загнется. Наверное, даже если у меня все заберут, он не загнется. Есть у меня порох в пороховницах и ягоды в ягодицах. Просто стану чаще про дешевые какие-то вещи рассказывать. Но это лирика. 25-100. Нормальный ценник, ничего фееричного, все как у всех, все как и было. И мы переходим к интересному уже смартфону. Почему? Потому что это смартфон OnePlus 10T. Я его хейтил, потому что когда я о нем рассказывал, он стоил 40. Я его хейтил, потому что я его покупал за 40, по-моему, 3. А сейчас 31 тысяча. 31 тысяча рублей – это прям нереально крутая тема для него. И между OnePlus 10 Pro,
за 34 я бы рассмотрел, может быть, зеленый смартфон 10T за 31. Почему? Потому что год разницы. Год разницы, процессор последний, и мне подсказывает, несмотря на то, что у него не LTPO-шный дисплей, есть свои проблемы, это будет очень удачный смарт. То есть они его, когда будут пилить. Федор, да, но я где-то через дней 12, получается, 12 дней улетаю. Улетаю в Азию, и там, надеюсь, у меня будет возможность покупать вот все прям там. Будете мне писать: Саня, перешли мне такой смартфон. Я такой: а за что? А почему? А лайк? А коммент? А подписка на телегу? Нету? Ну все, до свидания, никакие смартфоны я вам с Азии не пошлю. Но это попытка пошутить. Вы помните, что у меня нет чувства юмора, это моя тоже, не знаю, это моя суперсила, то, что я признаю, что у меня чувства юмора нет. Это знаете, как почему кажется, что мужчины лучше шутят, чем женщины? Потому что женщины шутят реже, а в процентном соотношении женщины шутят намного удачнее. Не забываем прожать лайк, 2000 лайков, этот стрим возобновим мы как-нибудь, 1100 набили, и опять же я буду рассказывать про то, что я купил, и консультировать вас по поводу того, как, по моему мнению, стоит ли не стоит что-то покупать. 10T за 31 тысячу рублей покупать стоит. Если будет до 30-ки, это будет бомба. Будет ли? Вопрос дня. Не знаю. Следующими идут, недавно я обозревал наушники Xiaomi OneMo Sonoflow. Вот у меня будут Q35. И я вам откровенно скажу, несмотря на мое противное цоканье, что, наверное, Q35 мне понравились больше. На 3000 рублей или больше они мне понравились? А я вот не знаю. Я как старый еврей, не знающий слов любви, потерявший 10 смартфонов, я могу сказать, что мне кажется, что стоит переплатить. Притом не обязательно за... Sonoflow, они звучат классно. То есть, если вы знаете, как звучит OneMo, если вы будете в этом эквалайзере, в принципе, как и Soundcore, химичить, почему нет? То есть 5300 рублей за них это жир. Это прям вещь. Это прям крутая вещь. Они классно выглядят. Мне они понравились. Вы можете посмотреть. Еще раз повторяюсь, все эти ссылочки у меня с обзорами. Вот эти вот фоточки. Это не потому, что я фотошопил где-то. Все это мной обозревалось. Эти наушники за 5300 отличная тема. А по поводу видеокарт, 16 тысяч рублей за Radeon 6620, это cool. Это хорошо, это клево. Их я могу однозначно советовать. После этого мы переходим к Pixel 6a, который я расхейтил, не делал обзор на основном канале. Не заморачивался с обложкой, ссылка на него есть, вы видите количество лайков и дизов, а лайков бешеное количество, там знаете почему? 22 тысячи рублей. За 22 тысячи рублей приобрести практически свежий пиксель, а это Pixel 6a, и он свежий, то есть это свежая линейка, это круто, Не смотрите на все его недостатки. Вы хотите чистый Android, вы хотите повыделываться, как будто у вас интеллект больше на 30%, чем у окружающих, притом неважно, так это или нет. Пиксель. И потом вы будете говорить: какие Самсунги, какие айфоны, ну серьезно, ну слышишь, ну ты что, ну совсем кукукнулся, ты вообще учился в школе? Пиксель, лучшие фото, лучшее видео, лучшая экосистема, чистый Android и остальная вот это вот. Вы будете иметь право. Это без сарказма, еще раз повторяюсь, напишите плюсик, кто уже посмотрел. Я думаю, что за 22 тысячи рублей это жир. Прям жир, и думать нечего. Беспроводные наушники, следующий пост. Anker Soundcore Live A1. 2500. Я купил. То есть я купил. Anker A, они такие хитрые. Они, в общем, выкидывают какую-то новиночку либо старичка. Мне кажется, я их даже не обозревал. Не обозревал я. И потом ты их покупать приходится себе в 2 раза дороже. То есть, если ты хочешь Anker, а мне нужен Anker, однозначно да. Следующими идут часы за 10 тысяч рублей. TicWatch ненавижу. Я не знаю, как они не погибли за счет грамотной пиар-компании. Когда-то я обозревал года 1,5 назад их ультру. Обзор я прикрепил. Там плюс-минус те же тапки, только в профиль. А за 10 тысяч рублей можно взять, поиграться и попытаться продать. Не факт, что у вас получится. Мне кажется, получится, но с другой стороны, часов сейчас море. Не факт. Я бы не стал. И дальше 29 тысяч рублей. Как я и говорил, Nothing Phone с днищенским процессором. Несмотря ни на что и вопреки всему, за 29 тысяч рублей я советую. То есть до 30-ки я и сказал, что я буду его советовать. Почему? Потому что если у вас есть желание выделяться, если у вас есть желание покупать 5 секунд,
или 15. Нет, я не достану. А, есть наушники. Покупайте вот эти вот наушники, которые... Нет, я не возил их по песку, они у меня умерли за... Сколько? За месяц я их юзал. Вот, поцарапались очень сильно, но уши мне нравятся, экосистема, то есть вы покупаете Nothing Phone, после этого наушники, после этого ждете, когда они выкатят вкладыши, и вы отличаетесь. Сейчас я не скажу, что вы отличаетесь в сторону совсем глупости. Ваше право, вы хотите выделяться, вы хотите, чтобы там у вас что-то мигало, но перестаньте, дети погремушки с мигалкой берут. Почему взрослые не могут мигалки брать? Они же берут там Mi 11 Ultra, который вот так вот гремит, как погремушка, либо 12S Ultra. Им же норм, вот сидят и успокаиваются стабилизатором. Вот то же самое. Без сарказма, 29 тысяч хорошая цена для Nothing. Кто его ждал, кто мечтал о нем, кто хотел ни о чемный телефон на ни о чемном процессоре, welcome, все в ваших руках. Вспоминайте, кстати, тех, кто их советовал вам, эти смартфоны. Я не советую его, но я советую его за 29 тысяч тех, кто хотел и прослушивается не к моему мнению. Не забываем прожать лайк, 2000 лайков. Мы подобный банкет с вами продолжим. В следующий раз, разумеется. Realme GT Neo 3. 22 тысячи. Норм. Хотели покупать Neo 3, потому что Нарзин много взял с собой, но самое интересное, что смартфоны бэушные с фотографиями внутри, без зарядок, без... Ну, я говорю, я так возил смарты. Я в Доминикану катался, у меня было с собой 19 смартфонов. В Турцию я катался, получается, в январе и в июне. Также под 20, по-моему, в июне я вообще 23 смартфона с собой брал. Ничего не сказали. В этот раз... Welcome, мы хотим заработать. Но там была вообще длинная история на 8 часов с обещанием на 90 суток посадить. Там, говорю, это все через боль этого. Никто типа английский не знает, никто не хотел переводчика звать 7 часов. Я уже ко второй смене перешел. После переводчика, говорю, у меня вот своя история. И сейчас я еще раз повторяюсь тем, кто летит туда. Распаковка, 2 паковка, привет. Ну не шутя, ты дошел до меня. Огромное спасибо тебе, рад тебя видеть. Так вот, встрял я тем, что у меня их забрали, ничего критичного, что-то мне оставили, что-то мне потом прислали, и потихонечку я вам об этом рассказываю. Минус 700к, ну да, как с куста. Но это плата, так всегда. Это и есть техноблогинг. Что-то ты разбил, если ты не берешь у магазинов, допустим, есть те, кто берут у магазинов, и при разбое, у меня есть знакомые, ничего в этом плохого нет, при разбое им, допустим, с них не списывают. Вот у друга, получается, 3 смартфона было разбито дорогих за этот год. Я вот сижу и думаю, блин, я реально уже морально готов брать. Я, скорее всего, 99,9 в периоде когда-нибудь буду. И я считаю, это уже норм. Уже никуда не деться. Realme GT Neo 3. Еще раз, 22 тысячи рублей норм. Но мне 3T больше импонирует за 21. Я уверен, что за 20 тысяч их скидывать будут. После этого мы благополучно переходим к OnePlus 10 Pro. Глобальная прошивка, это китаец. Стоит сейчас он 34 тысячи рублей. И это 8128. Еще раз повторяю, что я бы взвесил за и против. Почему? Потому что вы за 26 можете купить Realme GT 2 Pro. А если есть у вас баллы, за 23 тысячи. И если выбирать между Realme GT 2 Pro и OnePlus 10 Pro за 34, GT 2 Pro даже за 26, я выберу Realme GT 2 Pro, пусть даже на глобалке, потом заплатить, чтобы в китайской версии, пусть вам перепрошьют, пусть будут какие-то, если вы с мегаполиса, у вас со связью проблем вообще никаких не будет, если вы не катаетесь в лес. Но я не думаю, что многие, кто катаются в лес, покупают Realme GT 2 Pro. Еще раз напоминаю, Realme GT 2 Pro стоит бодрых, получается, 26 тысяч сейчас, китайская версия. Гуглы встают на нее, и баллы в приложении можно применять, купите за 23. Вот. Еще раз спойлер. Поэтому 34 тысячи мечта. Мечта неадекватна. Да, я сейчас пользуюсь Huawei Mate XS2. Трубка хорошая, но своих денег не стоит. Я в любом случае буду продавать после обзора и 1000 на 30 дешевле. Я думаю, Илюха, что... Объективно говоря, если ты клич напишешь среди подписчиков, я готов продать с какой-нибудь там писюлькой, то ты продашь его за те же деньги. Легко. Вот. Миллионник, в конце концов, среди концов.
И да, я уверен, что я не считаю, что какие-то из-за раскладух стоят своих денег. Не стоят. Вот сколько я не ходил, когда у меня было много денег, когда я покупал S22 Ultra, я там вообще ходил, Samsung 2 мог купить раскладных на эти деньги. Но я купил S22 Ultra. Почему? Потому что все это видно. Вот видно, ты юзаешь это. Есть люди, которые с ними ходят. Ну окей. Есть блогеры, которые, я даже одного знаю, блогера, который ходит с именно раскладным. Но мне не кажется, что это просто так. Потому что, может повыделываться норм. Потому что если ты с айфоном, ты как все. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Если набьем 2000 лайков, то это дело я повторю во время сейла. У меня, возможно, брат его заберет, ему оно очень нравится. Ну пусть за те же деньги и забирает, потому что это вообще не дешево. Ты же говорил, ипотеку еще выплачивать. У Ильи сразу реклама, есть огромная распаковка квартиры, можете посмотреть. Я улыбался. Я тебя, Илья, успокою, в Питере и не такое у меня бывало. Намного хуже. Но, опять же, это супер эконома, у тебя там бизнес был. Не весело. Дальше идет в районе двадцатки, по мне сейчас Realme GT Neo 3T самый выгодный. Я уверен, что в районе двадцатки его можно будет купить. Сейчас по ссылке 21 350. Я не проверял, можно ли приобрести его, используя баллы. Если можно, то вот оно вам 20 тысяч. И в принципе, да, распродажа началась. Дальше у меня идут повторения вчерашние. Вчерашний день мы трогать не будем. И сейчас мы будем благополучным образом с вами обсуждать ваши покупки. 5 секунд я перепроверю донаты, если есть. Распаковка 2 паковка. Спасибо огромное за донат. Да. Ну, влетел так влетел. Не, я говорю, это все было критично, когда я думал, что меня закроют. Я думал, ну все, вылечу на 90 суток из этой темы, потому что я и отдавать хотел, и взятки, и чего только нет. Но welcome, мозга.нет. Добрый вечерок. Что скажешь за Pixel 6 за 499? Я скажу, пишите в рублях, это раз. 2, пишите, где вы планируете покупать. И 3, это дорого. Я тот самый блогер, который хожу с ним, причем понял, что без гуглов живется хорошо. Да, с квартирой жесть вообще. Так а зачем тогда ты его продаешь? Не, паковка, я не тебя имел в виду. Я знаю, кто все время с раскладухами ходит, как второй телефон. Он меньше, чем ты в 2 раза, но больше, чем я. OnePlus 10 Pro или Xiaomi 12T Pro? Xiaomi 12T Pro новее. Хотя мне OnePlus ближе. Саня, подскажи, пожалуйста, возможно, пропустил. Говорил что-то про Watch 3 Classic. А то цена в 16 тысяч как-то плюс-минус. Мне очень многие кидали скидки, я видел эту скидку за 6600 Watch 4. Я не верю, что это оригинал, и я ее не постил. Трубку за 40 тысяч посоветуйте? Легко. Вы всегда должны писать бренд, которым пользовались, предпочтения, для чего конкретно. А так, самое универсальное, это Xiaomi 12T Pro, сейчас за 36 тысяч рублей. Идеальный вариант. Нет, OnePlus 10 Pro не идеальный. Почему? Потому что поддержка минус год. Это прошлогодний смарт. Honor Watch GS Pro в 2022 году актуальны. Так, смотришь как на обзор бытовой пылесос? Не успел. Привет, стоит ли брать Asus ROG 5S? 31 тысяча. Сразу Дмитрий Щелоков, сразу. Я 5S свой, который будет скоро обзор на канале, приобретал за, не соврать, получается 24 тысячи. То есть я на это дело ориентируюсь. Когда будет 26-27, наверное, да. Лучше часы до 5000 рублей. Это Mi Band 7. Это не часы. Тогда. Всем уфимский салам. Тимур, привет. Заказал уличные камеры, Мафон ТИС и кучу чехлов на яблоко. Норм. GT Neo 3T за 21 или GT2 Pro за 27? GT2 Pro за 26, GT2 Pro. Нет, Realme GT2 Pro за 26 и используй баллы в приложении. Они у тебя по-любому есть, если ты на Али покупаешь. И выйдет он тебе в 23. Я продавать его буду, и OnePlus 9 Pro, и что-то другое для обзора буду брать. Это обычная ротация. iPhone смысла менять нет. Они не сильно отличаются. У меня ни 13, ни 14 айфона, не вижу в них смысла. Ну ты на камеры снимаешь, я-то снимаю на iPhone и на Sony FX3. Кстати, сейчас я повыделываюсь. 5 секунд. Так как паковка пришел, отвечает он мне, Илюха. В среднем в течение месяца в ВК, думаю, как и всем подписчикам, вот такую штуку приобрел на Sony FX3, видишь? Ощущаешь? То есть я вообще модный чувак теперь. Если что, у меня есть смысл ловить в переходе где-нибудь
и пробивать мне голову однозначно. Ставим лайк за FX3, кто понял. Кто понял, что эта клетка стоит как хороший смартфон. Посоветуй, пожалуйста, бюджетный, но я все равно не буду на него. Я буду входы на него писать, но не буду точно писать полностью обзоры. Я кукукнусь. А вот разные Android-трубки хочется брать. В них есть различия. Мне интересно что-нибудь получше OnePlus 9 Pro. Очень хорошие, также нравится Huawei. Так, ну, я думаю, знаете, что кому написать по трубкам. По трубкам там все просто. Там два больших магазина, у которых бы я с удовольствием брал. Я тебе скажу, что мне iPhone, когда я вот покупал за 170, получается, два магазина обещали купить. Ну, то есть я у них хотел купить в числе первых. В итоге они меня так продинамили, что я уже выгрузил обзор, и после этого они мне через 2 недели написали: Саня, все появилось, можешь покупать. Вот такие вот у меня флешбеки по поводу друзей серых магазинов. Здравствуйте, есть ли смысл переплачивать за Band 20 в Xiaomi 12X Global Version? Если вы в большом городе, то нет. 9RT еще актуально покупать, Алекс. Нет, Realme GT 2 Pro актуально покупать за 26 тысяч. Лучший камерафон, по вашему мнению, лучший компактный флагман. Лучший компактный флагман — это Xiaomi 12X. Лучший камерафон на моей памяти — это все равно iPhone 14 Pro для видео. Для фото можно танцевать и упорно перегрызать друг другу глотки, спорить, что лучше, что хуже. Наверное, для фото и 6А пикселя хватит. Вот это мое субъективное мнение. Либо любого Xiaomi от 11T Pro. То есть, если по линейке смотреть, они все хорошо фотографируют, у них неплохое видео. Так. OnePlus 10R за 20 тысяч норм? Не знаю. Ну вот прям не знаю. Да, не забывайте подписываться на телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-скидок верхний. Ух ты, Саня, отличная покупка. Поздравляю с приобретением. Это аппарат стоит, машина, блин. У меня на нем риг только стоит, так что... Стоит как Android флагман. Дальше. Я имею в виду, что за Watch 4 Classic 16 тысяч недорого. Конечно, дорого, потому что Watch 4, ну, не знаю, мне кажется, ну да, дорого. Однозначно дорого. Саня, ты смотришь обзоры бытовой техники, можешь разукрасишь обзоры чем-нибудь, кроме пылесосов. Я подумаю, почему были увлажнители. Xiaomi Mi 12X за 32 тысячи норм. Я постил недавно, по-моему, нет. По-моему, нет. Мне, говорю, кажется, вот эти вот специфичные девайсы, особенно которые по теле, они будут дешевле. OnePlus я постил за 34 тысячи, Николай. 8256? Ну да, норм. Но еще раз, лучше купить за 26 Realme GT 2 Pro. Опять же, в телеге скидок посмотрите. Саня сказал, что 12T Pro, потому что у OnePlus 1 год поддержки уже минус, да. Видел ли я новый Amazfit Falcon? Нет. Я вам честно скажу, я за новостями не успеваю следить. Вообще никак. Привет, как насчет обзоров на автотовары, насосы, регистраторы, старты АКБ? У меня нет машины. Все очень круто, но у меня, Андрей, нет машины. Я не могу рассказывать то, в чем я не бум-бум. Я вот тестил когда-то один стартер 2,5 года назад с другом. Я убился весь, в итоге меня там захейтили еще. Ну, подумаю. Саня, для работы с самой мощной батареей. Для работы с самой мощной батареей. Понятия не имею. Blackview какой-нибудь. У меня завтра, послезавтра будет. Вот можете брать. Там 12 тысяч мАч заряда. Привет, подскажите, пожалуйста, Redmi Note 11 Pro или Xiaomi T11 Lite. Я подскажу так, вот на это, что у меня будет завтра, послезавтра, в 4 или 5 топ-10 смартов до 20 тысяч рублей. А я вообще брал Huawei проверить саму экосистему. Взял Huawei Watch 3, Mate X2 и FreeBuds 4. Хорошая экосистема, но не идеальная. А где она идеальная, Илья? Что лучше у Xiaomi лучше или лучше у Samsung или лучше у... Ну, у Яблока, мне кажется, она должна быть лучше. По моим, опять же, ощущениям, по моим тестам. Опять же, у меня Яблоко просто. То есть у меня часы, телефон, планшеты, ноутбук. Саня, что брать с Oppo Enco Free 2i или Anker Soundcore P3i? Есть топ-10 наушников у меня на канале. В описании можете посмотреть до $50. Выбирайте оттуда.
А Anker Q45, возможно, обзор будет завтра. Возможно. То есть он готов, но я думаю, что завтра выставить. Саня, вот думаю, что взять девушке Дмитрий вместо Mi Band 4. Хочу уложиться в 4-5 тысяч. А почему не Mi Band 7? Дмитрий, не делай мозг, Mi Band 7 покупаешь и все. Хочешь супер порадовать, купи Amazfit Mini за 4400. Вот тебе и спойлер, куда тратиться. И дона ты мне не посылай месяц, и можешь купить вообще что-нибудь посерьезнее. Саня, какие очки нулевки посоветуешь? Xiaomi, ну, получается, Xiaomi Midja, Xiaomi, как же их называют-то? Я уже забыл, так давно не делал. Привет, посоветую бюджетный ноут для офисной работы. Любой. Вообще, для офисной любой, всегда. Главное, на винде и не совсем мракобесный. Стоимость всегда вопрос. Еще раз, чтобы сформулировать ответ вам на какой-то суперский вопрос, мне необходимо полностью техническое задание. То есть вы должны описывать стоимость, на чем сидели, что вас устраивало в этом. Ну, то есть максимально расширенная информация. Ух ты, не шутя. Дальше, Эдуард, огромное спасибо. И... Саня, привет. Сейчас для друга выбираю, лучше GT2 Pro или OnePlus 10T. И про пиксели 7 опять нас надули. Ничего нового, только внешнего. В итоге перешел на OnePlus. 10T 31, GT2 Pro 26. Если есть баллы, бери за 23 GT2 Pro. Если нет, OnePlus 10T как новый смарт. Но это не 10 Pro. Я бы GT2 Pro брал. И Нейди Тейл, огромное спасибо за подгон. Саня, спасибо за канал, очень интересно. Посоветуй, пожалуйста, сбалансированный смарт для работы. Важны производительность, камера, 2 симки, эргономика и хотя бы минимальная защита. Еще раз, вы не написали ни размер экрана Нейди Тейл, ни какие-то другие спеки. Если у вас неограниченное количество денег, то, разумеется, это какие-нибудь айфоны. Вот. Я так подозреваю, если вы евро закинули, то у вас есть возможность пользоваться всеми сервисами. Если вам не нравятся айфоны, то это Samsung S22, допустим. И вот. И лучше опишите все. У Samsung есть защита от влаги. Минимальная защита, либо есть защита от влаги, либо нет на Apple, не понимаете? То есть нельзя так а-ля чуть-чуть. В смартфонах либо она есть, либо нет. Вот официально есть у Samsung S22, S22 Ultra. Дальше Кирилл, только про машину хотел спросить. А то он на мотоцикле катался когда-нибудь. Предыдущий мой донат про ноут пропустил, похоже. Кирилл, сейчас проверю. Огромное спасибо. Донатору по ультрабуку. Нет, на мотоцикле только с дедушкой катался. Недавно взял Mi Note 16 на Intel. Просто кайфую. Сенсорный OLED-экран. Просто пушка только тяжелой зараза. Так и кайфуй. Где ты еще сенсорный экран за такие деньги найдешь? Спойлер, нигде. К сожалению или к счастью. Читалка или планшет для чтения технических книг, не художественных? Пам-пам-пам. Пам-пам-пам, наверное, планшет, потому что там будет все очень сложно, если вы будете покупать читалку. Но это мне кажется. Можете написать кто-нибудь, может быть, по-настоящему сейчас читалки дешевые есть, потому что вы купите какой-нибудь Mi Pad за 18, и вот у вас решение всех проблем. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, чем глобальная версия Realme отличается от китайской? Агрегация частоты бэндами, то есть у вас есть русский язык в стоке всегда у Realme, это BBK-евский бренд, но, к сожалению, у вас не будет, к сожалению или к счастью, агрегации чаще всего и каких-то бендов. То есть, если вы живете в маленьком городе, возможно, это будет критично. Не забываем прожать лайк, наберем 2000 лайков. Я данный стрим повторю через пару дней сейла и будем уже обсуждать 2 дня. И, может быть, в какой-нибудь там выходной пообсудим. Напоминаю, что 11.11 я буду iPhone 14 разыгрывать. Уже новый, потому что старый у меня конфисковали. И что еще веселого? Ну, Mi Band 5 серии, разумеется. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Он верхняя ссылка. И телеграм-канал взаимопомощи. Нас там 13 тысяч человек. Но в телеграм-канале взаимопомощи полностью расписывайте вопрос свой. И пользуйтесь поиском в первую очередь. И дальше смотрите какое-то время. Там очень часто банят. Банят, потому что нужно поддерживать порядок и дисциплину. Следующий вопрос. Понеслась. Какие у нас еще интересные квейшены? Алена, Саня, здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, лучший по камере и по селфи телефон от BBK. По селфи нет телефонов от BBK хороших. Посоветовал.
к сожалению. Саня, подскажи, пожалуйста, что взять, Бравер Вилкинс или Бэнк Олсен? Я не скажу. То есть в этой теме, вон, ну, если еще Илья не убежал со стрима, то он может написать. Для меня и то, и другое перекрывается вот этим. Все. То есть у меня все попса в голове. BBK, беда с селфи. Так, не работает болталка группа, либо меня заблокировали. Вполне возможно, заблокировали, либо напишите админу, либо зайдите под другим аком. И обратите внимание на то, как там общаются сначала. Саня, брать Asus ROG Phone 6 или Asus ROG Phone 6D? Игорь, проблема в том, что у меня есть 6-й Asus ROG Phone, а 6D будет на деменции. И как бы она ни была... Бивни 7 брал. Вот Илья ответил. Спасибо большое. Вот, как бы она ни была новенькая, свеженькая, я бы, наверное, старенький взял, не на деменции. Что лучше взять, OnePlus Ace или Xiaomi 12T? Я не тестировал 12T, мне Xiaomi не нравится, но вполне возможно, учитывая ценник и учитывая спеки, не знаю, я бы Ace взял. Не Ace, Ace Pro. А вот между Ace и 12T, наверное, выбрал бы 12T. Будешь в Азии, намекни, хочу, готов купить будущий X80 Pro Plus. Ильсав, а чего намекать? Я либо долечу, либо не долечу. Тут два варианта. Либо я долечу, билеты я купил 75 рублей. Вот такая вот беда со Стамбула. Но можно с пересадками 4 потерять Sony FX и вообще вскрыться просто прям там в аэропорту. От потери во время перелетиков. Дальше Sony Oppo NKX NK-Free 2K. Норм? Я ничего не понял. Дальше Александр, экран рога 5.5 больше похож на Black Shark 5 Pro или GT2. Не успел и не понял. Вы смотрите спеки экрана. Я уже не помню. Дорогие ноутбуки сейчас налог уплачивать надо или нет? Вы, еще раз объясняю, вы смотрите насчет дорогих ноутбуков и на странице товара написано tax-free для какой страны? Обычно пишут tax-free Russia. Что это значит? Это значит, продавец какими-то способами, окольными путями на один из хабов складов в России привозит и такой, скорее всего, через АЕЦ, это через бестаможенную зону, и дальше уже вам привезет без таможни. И я те ноутбуки, что постю, обычно продавец так и пишет, что таможни нет. Саня, стоит ли брать Samsung S22? Камера интересует за 54 тысячи. Я же запостил его за 43. Зачем вам за 54, если он 43, 8256? Странный человек. Нет, не стоит. Стоит купить за 43. Дальше, Саш, а что за фигня? Какого лешего они отняли всю технику? Так еще понял, что с тебя еще и штраф срывают. Да, Илья, рассказываю. В Турции есть закон, что ты имеешь право провозить только один смартфон раз в 2 года. Они закрывают глаза на 2 смартфона, но если у тебя больше смартов, то они их конфискуют и выписывают тебе штраф. Там, ну, во-первых, они меня морозят до сих пор. У меня 2 адвоката пытаются разобраться, что с этим делать, потому что, по идее, таможня должна передать дело прокурору. Но у них есть месяц. Они мне обещали в течение месяца отдать дело прокурору, но они морозятся. Они специально не отдают и формулируют, может быть, просто напишите. Хотя вот в 8 часов они меня морозили, и в первый час я им сказал, забирайте смарты, и я ухожу без всяких бумажек. Они мне сказали, нет, мы будем тебя оформлять, заплати еще тройной штраф стоимости. В итоге, когда я уходил, они готовы уже были треть от стоимости смартфоном штрафа взять, но все равно типа будет прокурор, типа будет суд. Но смарты не отдадут. Смысл ноль. В общем, смысл в том, что даже если ты пойдешь через красный коридор, не через зеленый, а будешь платить таможню, по идее, телефоны вообще нельзя ввозить. Там все по-разному трактуют все это дело. Переводчик первый раз видел эту дичь, в Турции живет 8 лет, а вот адвокат турецкий сказал, что нет, сейчас кошмарят. И лично я в аэропорту видел многих, кого там кошмарят за сигареты и много еще за что. Ну, ты же понимаешь, отношения между странами стали... Мы сейчас как кое-кто во время середины 20 века, и точно не... Ну, я не буду даже по поводу этого говорить. Кто мы для мира? Саня, привет. Пробовал сейчас в приложении применить монеты к Realme GT2 Pro, ничего не получается. А у меня получилось. Ну, то есть я могу даже запостить. FreeBuds Pro или Huawei FreeBuds 5i. Может быть, профиксили фишку и не дают. Пам-пам. Я не знаю. 5i. Да главное, не сел, Илюха.
Держись, братан, это прямое попадалово какое-то. За счет ничего, кроме штрафа, не будет, что-то переживаю. Нет, штрафа не будет, ограничения по выезду отсутствуют. Я оставляю доверенность на адвокатов, на одного и на второго. И жду, что они мне там выкатят. Я все равно заплачу штраф, чтобы иметь возможность потом Турции как пересылочкой. Но через нее все равно летаем мы. Вот, пользоваться. Я не хочу, чтобы меня там из-за каких-то там 300 тысяч даже какие-то проблемы были. Ну, в общем, все долго и мучительно, но с Эль-Авив все бывает, так сказать, все бывает намного хуже, так сказать. И к чему это все? Это не нытье. Не забываем прожать лайк, не забываем подписываться на телеграм-канал скидок. Верхняя ссылка в описании. Телеграм-канал взаимопомощи. Вторая ссылка в описании. Так, ага, здесь у меня донаты прилетели. Давайте, друзья, я сейчас отвечу сначала. Потом буду вам уже отвечать. Карельский ортодонт. Добрый день, огромное спасибо. Подскажите, пожалуйста, где можно обнаружить инфу по настройке телефона на китайской прошивке? В приступе купил 9 Pro в замешательстве. ФОПДА, то есть сайт 4PDA, там вас обучат, но минусы. У 9 Pro, у Realme GT Master Explorer Edition 2, допустим, в том, что каждое обновление, и вам заново будет смартфон надо настраивать по оповещениям. Ничего критичного нет, но вот что есть, то есть. Сделай, пожалуйста, обзор на лучший компактный флагман. Обязательно. Подскажи, какой OnePlus лучше взять на Али из флагманов. OnePlus 9 Pro, либо 10T. Дальше, Александр, подскажи, пожалуйста, про супер скидки. Еще раз, ZTE я не советую, другие блогеры советуют. За 13, за 17, за 15, за 12. Вы за 17 тысяч можете много чего купить. Плюс 20 тысяч. Ну, вы думаете, это замануха, потому что супер смартфон. Хорошо. ZTE, Infinix, Nubia и все остальное не ко мне. То есть я эти дела обозреваю. Мне нужны просмотры, мне нужны обзоры, мне нужна аудитория. Я не собираюсь с ней ругаться, но советовать на стримах я точно не буду. В телеге тоже не буду. Александр Быстров, привет. Когда примерно стоит ждать обзор на Xiaomi 12? Не знаю. Недели через 2. Может, раньше. Саня, подскажи, что предпочесть MatePad 11 или Xiaomi Pad 5? Я не знаю. Я бы взял Xiaomi, потому что там Google есть. А на MatePad не факт, что будет вообще радость устанавливать. Для ROG-фона 6 70 тысяч. Какое 70? ROG-фон 6 стоит, сейчас я скидывал, сколько? 39. Какие 70? Realme GT 2 Pro покупать прямо сейчас или можно подождать? Подождите. 2023-2027, завтра, послезавтра. Я не знаю, что будет на Али. Я говорю, мне кажется, они сделают курс приятнее. Не забываем прожать лайк, будет 2000 лайков. Мы это дело повторим, но я думаю, через пару дней, завтра смысла нет. И либо когда будет что-то веселое. Звук лучше с One More Evo или... У меня есть топ-10 с логина наушников в описании, ссылка на него дороже $100, вы можете посмотреть, что, по-моему, лучше. Huawei MatePad Pro 12.6. Дорого, сердито, хороший экран, нет гуглов. Саша, привет. Гард, возможно, уже повторял. Я только подошел, 9RT актуален? Нет. За 26 лучше покупать Realme GT 2 Pro. Вот. Те же тапки, только в профиль, но в плане бренда. В плане концерна, окей, не бренда. И вот. Приветствую. За какую сумму стоит смотреть на Vivo X80 Pro? На них вообще нет скидок. Вообще. Не знаю, 56 их. Сколько стоят они сейчас? 56, 50. Никто их не распродает. Это специфический продукт. В глобалке его на Али я не видел. Может быть, вы видели, скиньте. Китайская версия будет мучить вас вполне возможно оповещениями, и вы будете грустить. Подскажи, логично ли смотреть на БУ смартфоны? Нет. Нет, я бы БУ смартфоны не покупал. Ну, только если после обзорщиков. Вот Илья будет Huawei свой продавать. Илья там продает. Ну, опять же, меня поймать уже сейчас сложно. Я уже не через себя продаю. Меня уже достали эти переговоры на Авито. Я думаю, взять наушники Xiaomi FreeBuds 4i или стоит переплачивать за 5i. По мне стоит. Ваше мнение может быть другим. Саша, на какой версии GT 2 Pro есть бенды 7 и 20? На глобальной. По-моему. Опять же, когда было? Зимой, в феврале. Вы спрашиваете у меня о смартфоне, который я тестил в феврале. По-моему, в глобалке. Ну, в глобалке точно есть. В китайской, мне кажется, нет. ROG Phone 6D, что скажешь, Саня? Деменция. Скажу, что может просто 6, Игорь, или ты хочешь посвежее просто? Ну, бери посвежее.
Я уж тебе ответил уже. Я ж помню все. Александр, с уважением, сейчас 2 года пользуюсь Xiaomi Mi 10T Pro. Хочу достойную замену на андроиде. Бюджет 50к. А зачем вам 50? Вы Xiaomi 12T Pro, вот ссыль откройте в телеге у меня сейчас, вот верхняя телега. И 36800 Xiaomi 12T Pro, welcome, идеальный смарт на глобалке за эти деньги. По-моему, 36 даже, 36800. ROG Phone 6 хочется Global, понятно. Sunny, Oppo Enco Free 2, аккумулятор не умрет. Maybe, откройте спор, вернете деньги. Всегда это рандом, это всегда рандом. А в китайской версии Туду тоже, видите, 7-20 бенды есть. Я уже просто не помню. Что лучше по звуку, FreeBuds 2 Pro или Soundcore Liberty 3 Pro? Если залезут 3 Pro лучше. В уши. Какие обзоры ждут нас? Soundcore Q45 скоро. Топ-10 смартов до 20 тысяч. Один шлакоблочный огромный смартфон защищенный. Одни шлакоблочные часы от Mibra. Сберовский девайс по подключению. Но там будет везде шильдики, везде, где можно. Там будет день отдыха. Неизвестно, но на днях. Помимо этого, разумеется, из нового, из жирного, то, что вряд ли вы где-то много увидите, это K50 Ultra Redmi. Это Asus ROG Phone 5s, который я купил за 24. Это Poco M5, не 5s, не путайте. И еще много всего. Ну, как всегда. Все как у всех. Все как всегда, все как у всех. XUI новые наушники от Lenovo, которые не Lenovo, не шутя, и еще много всего. Приветствую, Xiaomi 12T стоит брать, решать только вам всегда. Наверное, да, а может нет. А может Realme GT 2 Pro лучше за 26. А Саша, порекомендуй, пожалуйста, рабочую лошадку Smart до 20 тысяч. Realme GT Neo 3T. Realme Neo 3T. Сегодня был обзор желтенький. 21 тысяча, мне кажется, он будет двадцатник. И я его рекомендую однозначно. Не забываем прожать лайк. Не набрали мы 2000, но может быть за сутки наберем. Когда наберем, тогда мы с вами повторим это дело. По поводу IQO я ответил человеку, карельскому ортодонту. И я думаю, что пора нам... Ага. Да, пора заканчивать нам наш стрим. Огромное спасибо всем, кто пришел. Давайте говорить друг другу до свидания. Лучше мы это повторим как-нибудь днем, может быть даже в выходной, правильно? Потому что сейл будет длиться еще долго. OnePlus 10 Pro или Xiaomi 12T Pro? Xiaomi 12T Pro. Лучший выбирал камерафон 2 месяца. Кроме тебя никто не рассказывает тему камер, как ты. Подробно, ярко, с юмором. Арилав, еще раз по поводу камеры. Смотрите, моя миссия показать вам все примеры. Снимаю я максимально по-разному. Не идеально, никаких штативов у меня нет. Я не выбираю идеальный свет для съемки. И я проверяю что-то стандартное. Плюс сравниваю с чем-то, вы видите сейчас. Думаю, буду продолжать. Карельский ортодонт вчера у меня тоже был. Ну вот, видишь, я что-то вчера твой стрим пропустил, надо посмотреть. Я говорю, я выпал вообще, здесь интернет хлам вообще. То есть я покупаю, получается, 160 лир, 700 рублей за 40 гигабайт каждый раз, чтобы вот так стримить. Привет, что думаешь о Mi 11 Ultra? Смысла нет вообще. Xiaomi 12T Pro брать. Апоссум, огромное спасибо, что зашла. Илья, огромное спасибо, что зашел. Ксю, Йорки, отличный стрим, великолепно. Был рад тебя видеть. Йолоу, Дмитрий Гордиенко, тебе тоже особое спасибо. Найзон, Кирилл Самарин, счастливо. Четкий юмор. Лена, Алексей Репников, Хаги-Ваги. Всем удачи, друзья. Спасибо, что пришли. Набиваем лайки, будем повторять такую штуку, сейл тем более идет. Ну и потом опять надолго все эти дела мы завершим. Вот. Всем добра, огромное спасибо, что зашли. Подписывайтесь с колоком.